Поэтому, друзья мои, как я и говорил, так еще раз говорю, он наш. Да, он наш, и во всем мире его считают нашим, потому что референдума не было. Так это тоже хорошо. Пусть они бабушкам платят наши пенсии. Вообще за то, чтобы отдать бабушкам много денег, они накупят таблеток, пообъедаются и поумирают. Это решит вопросы просто. Решит вопросы все, понимаете. Они же объедятся, знаете. Мясо там и все. А в их возрасте этого делать нельзя уже, видите. Поэтому, когда вы считаете, что государство не платит, потому что оно там, ему жалко, ему не жалко, оно просто боится за здоровье граждан своих. Потому что понимаешь, что если начнет больше платить, то это ухудшит состояние здоровья многих людей взрослых. Понятно? Поэтому они не могут позволить себе платить много, чтобы взрослые люди не болели. А ведь известно, что соблюдение поста, наверное, соблюдение какой-то диеты, это благотворно влияет, благоприятно влияет на здоровье. Недоедание, да, это хорошо влияет. Они же досыпают. А недоедают это для здоровья, отлично. Вообще, за то, что они не доедают, им придется доплачивать. Да, на 30% больше. Видите, как заботятся. Все, пишем же. Да, сейчас люди заходят, просто очень можешь еще пару минут перерывчик, потому что пока не переход на ссылки. Самое страшное, что произойдет на следующий год, это законы Америки, которые будут произведены против территории России с заявлениями того, что Сибирь каким-то образом должна представлять интересы Америки. Сибирь должна представлять интересы Америки. Вот увидите, я вам серьезно. Не знаю. То есть это будет. Дальше будут очень яркие действия Америки в сторону Азии, особенно в сторону Индии, Пакистана. Ну и Сирии. Скорее всего, все-таки продолжатся вот эти военные действия сирийского конфликта. А у нас неплохо. Да, у нас неплохо. Вы понимаете, мы вырастили целый народ, который ничего не умеет делать. Вырастили целый народ, который ничего не умеет делать. Я могу объяснить, почему я так считаю. Сейчас я говорю, давайте дадим первую ступень бесплатно людям, пусть проходят. После этого не будут скачивать. Вопрос, почему? Если дать людям первую ступень бесплатно, они скажут, вот фигня какая-то, вот еще, зачем мне это нужно? Если заставить купить, скажут, как же я могу купить, а вдруг мне это не понравится? Даже говоришь, заработай на этом деньги, человек говорит, как же я могу бесплатно начать зарабатывать деньги, а если я потрачу время и ничего не заработаю? Тогда, по идее, человеку ничего не надо, он всем удовлетворен и очень доволен. Согласны? Смотрите, человек говорит, я не могу пройти первую ступень. Я говорю, давайте подарю. Хорошо, даю эту первую ступень человеку, потому что мне стало его жалко. Проходит 3 дня, я проверяю, на том месте, где ему давал, там есть счетчик, и там написано, ни разу не скачано. Я человеку пишу, а что вы не скачали? Ну, я забыла. Ну, так если я тебе подарил, тогда... Ну, если она хотела, и я подарил, то это разумно скачать? Разумно. Человек не скачал. Почему? Вот мне непонятно. Вы представляете, ведь так все устроено вообще, интересно. Люди, которые живут в состоянии комфорта, у них все очень хорошо в жизни. Зачем им что-то менять, если у них все хорошо? Получается, есть что поесть, есть где переспать, есть там, я не знаю, чем полечиться, и все. Зачем еще куда-то, к чему-то стремиться? Больше ничего не нужно. Получается, пенсионеры, почему они не устраиваются на работу? Одни устраиваются, одним нет. Почему? Все устраивает. Почему вот такие люди, как я, открывают бизнес, а большинство людей, которые не открывают бизнес и знают об этом что-либо, не открывают и не хотят? Почему? Потому что не хотят. И в Украине хорошее положение сейчас. Почему?
Потому что как-то очень наглядно все. Украина, она более интеллигентная, какая-то развитая. В дальнейшем могут быть с этим проблемы как раз у украинского правительства. Какие проблемы? Умные украинцы, они начинают плавно придумывать схемы, каким образом можно в этом всем, там, в этом социуме выживать, жить. То есть любые вот такие ущемления, они заставляют социум не только приспосабливаться, а очень активно решать и включать какие-то действия. Очень напрасно. Я вообще за то, чтобы люди жили на Украине. Мне очень нравится Украина, нравятся леса украинские, которых скоро не будет. Да. Нравится правительство, которого скоро не будет. Скажите, пожалуйста, ваш email. Я вам сейчас отправлю другую ссылку. Мы скоро не будем уже страной, в которой есть лес. Ну, все, 0977, да? Сейчас я вам ждите ссылочку отправлю. Мы скоро не будем жить в стране, где есть лес. Мы скоро будем жить в стране, где леса нет. Его уже нет, а? В Кайласе жить. Мы будем жить в Кайласе. Ну что, Жень, начинаем? А то я уже начинаю о чем-то говорить непонятно. Предсказывать судьбу народа. Судьбу народов смогу изменить я. Я вам это обещаю. Да, я вам это просто обещаю. Ну что, начинаем? Видно, да? Да, да, и слышно. Здравствуйте, давайте уже начнем. Быстренько напишем плюсики для тех, кто видит. Напишем плюсики для тех, кто слышит. Напишем какой-нибудь комментарий. Очень извиняемся за то, что у нас не получилось сразу запуститься. Какие-то проблемы на сервере. Итак, прошлый семинар, который назывался «Семинар очарования», был посвящен тому, как мужчина или женщина может найти себе вторую половинку и сделать так, чтобы нравиться окружающим людям и так далее. Данный семинар, который я хотел бы сегодня прочитать, целиком посвящен тому, как избавиться от влияний или негативных влияний на мужчину или женщину, которые часто могут быть в случае, если мужчина, который живет с женщиной, начинает становиться другим. Сегодня я бы хотел коснуться темы приворотов, а также рассказать, каким образом это происходит, почему мужчины, как можно идентифицировать или диагностировать влияние на мужчину или женщину, которые живут в одной семье. Сегодня я могу рассказать ряд историй таких, из которых, наверное, ряд будет таких познавательных, очень похожих на те истории, которые часто появляются в этих семьях, тех людей, которые столкнулись с такой проблемой. Итак, история номер 1. Мужчина начал жить с женщиной, и через какое-то время очень сильно его жена начала его раздражать. Она начала его раздражать, и началось это вот с чего. Его начало раздражать, как она ест, начала раздражать ее фигура, начала раздражать то, что она находится в одной комнате. Он начал постоянно придираться к тому, что она поправляется, худеет, волосы у нее не такие, глаза не такие. При этом он начал отказываться от еды, со временем перешел в другую комнату спать. Через время начал ходить и очень часто выпивать. При этом, когда она ему начала говорить о том, что что-то с нами происходит не то, он начал говорить: нет, ты ошибаешься, я тебя очень сильно люблю, и начал говорить ей вот такие слова. При этом он говорил так: я тебя очень сильно люблю, а через 2-3 часа говорил: я тебя ненавижу, как ты меня бесишь. После этого обратились к психиатру. Психиатр не обнаружил никакой проблемы в этом и сказал, что проблема целиком кроется в отношениях. При этом отношения, естественно, разорвались, потому что жить в этом ужасе было невыносимо. Когда принесла она мне фотографию, оказалось, что у мужчины в действительности приворот. Каким образом этот приворот накладывается и как это может быть? Вы представляете, приворот может быть в случае, если женщина очень долго мечтает о мужчине. Вот смотрите, женщина общается с кем-то в интернете, или мужчина общается с кем-то в интернете, при этом нравится там мужчина или женщина, и после этого начинает мечтать. При этом мечтает на протяжении целого дня. При этом, если это делает женщина, то она начинает мечтать так. Сегодня буквально мне женщина написала такое письмо: Андрей Андреевич, посмотрите фотографию. Вот на фотографии. Он офицер там какой-то армии. Я хочу с ним жить, мне очень сильно нужно это. Я уже об этом мечтаю полгода. Я говорю: вы с ним спали, с этим мужчиной? Нет, я с ним не спала, но
ничего страшного, он мне очень нравится, и я очень сильно хочу с ним жить, он мне очень нравится. Но то, что он тебе нравится, еще не повод для того, чтобы ты с ним жила, правильно? Но она мечтает о нем круглосуточно. Утром, в обед и вечером происходит влияние на нее, вернее на него. При этом, когда я начал просматривать их отношения, между ними отношений не будет никаких. Вы представляете, это просто обыкновенное письмо, которое обыкновенная женщина написала этому человеку. Вы представляете, она разрушит ему судьбу. Почему? Потому что вместо того, а он, скорее всего, живет с женщиной. И вы представляете, дома у него начинаются вот такие симптомы. Он не хочет кушать, его начинает раздражать его жена. Ему не нравится то, как жена выглядит. Почему? Потому что кто-то о нем постоянно мечтает. Вы представляете? Если человек мечтает усиленно, если мечтает постоянно, то тогда происходит бесконечное энергетическое влияние на этого человека. Вы представляете, оно направленное. Оно может убирать у человека здоровье, у мужчин, как проявляются вот такие вот влияния? Они проявляются следующим образом. Человек перестает хорошо кушать, человек худеет, у него исчезает сон. Очень часто мужчины становятся озабоченными, у женщин появляется головокружение, ночные бессонницы. Вы представляете? В случае, если почему вообще происходит расставание? Наверное, нужно начать все-таки с этого. Есть ли какая-нибудь одна формула, от чего происходит расставание в семье? Почему мужчина и женщина, когда сошлись, пожили какое-то время и собираются расставаться? Что между ними может произойти такого, что может заставить этих людей расставаться? Итак, наверное, на первое место нужно поставить то, что мужчина и женщина перестают себе доверять. И перестают доверять тому человеку, с которым они живут. То есть, если вы расстаетесь, если между вами начинает происходить разрыв, это говорит о том, что у вас в семье потерялось доверие. Как появляется это доверие? Это доверие появляется в случае, если мужчина не прячет телефон. В случае, если нет на всей информационной аппаратуре, там, где есть связь с социумом, нет кодов. Я домой, когда прихожу, я вот так открываю ноутбук и ухожу в другую комнату. И он может вот так стоять. Может подойти дочь поклацать, жена поклацать, если нужно. Может подойти еще кто-то. Олеся, есть такое у нас дома? Также лежит телефон. Если кто-то звонит, то каждый может подойти к телефону. Там нет никаких кодов. Можно свободно подойти и поклацать. Это о чем говорит? О том, что нечего прятать. Почему? Потому что в семье есть особенность такая, которая называется доверие. Если друг другу доверяют, то это стоит на первом месте. Если доверие происходит, есть это доверие, то тогда лакмусовой бумажкой доверия есть возможность запросто взять чей-либо телефон или запросто войти в чью-либо почту, запросто войти в контакт и так далее. Когда это возможно, то никто не следит ни за кем. Почему? Элемент недоверия заставляет человека следить. Понимаете? Почему возникает недоверие? Недоверие всегда возникает, если люди начинают выяснять отношения и начинают говорить, а ты такой, а ты такой, а ты еще какой-то. Что заставляет семью разойтись? В случае, если в семье начинают принимать обвинения в свой адрес, то есть человеку говорят, а ты такой. Или человек начинает принимать обвинения в свой адрес. Человеку говорят, ты вот неправильно встаешь, неправильно ложишься, ты мало денег зарабатываешь, ты еще какой-то. Что происходит? Один человек занимает позицию судьи, другой человек занимает позицию подсудимого. Скажите, приятно находиться в позиции подсудимого человека? Наверное, не очень приятно находиться с позиции подсудимого человека. Тогда, когда женщина начинает жить с мужчиной или мужчина с женщиной, и она со временем начинает ему говорить, вот ты очень мало денег зарабатываешь, все мужчины как мужчина, а ты там не мужчина. Или там, вот еще ты еще какой-то. То это что? Это говорит о том, что она обсуждает этого человека и обвиняет его, то есть занимает позицию судьи. Если женщина занимает позицию судьи, то такого брака не будет. Рано или поздно все обязательно расстанутся. Согласны с этим? Скажите, если есть судья и есть подсудимый, подсудимый хочет жить с судьей? Наверное, не хочет, и, наверное, он соберется и со временем убежит. Дальше. Женщинам ни в коем случае нельзя думать о чужом мужчине, если женщина живет со своим мужчиной. Если женщина мечтает вечером о чужом мужчине или мечтает о чем-то, занимаясь со своим мужчиной
там в постели обнимаясь со своим мужчиной, то, скорее всего, у мужчины это произойдет на физическом плане. Поэтому в изменах мужчины виноваты, как правило, мысли женщины. Поэтому, если вы хотите, чтобы у вашего мужчины был доход, когда вы ложитесь спать и смотрите лежа на своего мужчину и восхищаетесь тем, что он рядом с вами лежит, то обязательно произносите такие слова про себя. Ура, скоро у него будет Мерседес, он и мне купит Мерседес. И скоро у нас будет еще там что-то, я не знаю, новая недвижимость. Почему? То, о чем мечтает женщина, то и будет у ее мужчины. Вы представляете, насколько это интересно? О чем обычно мечтает женщина? Мужчина испортил настроение своей женщины вечером, она ложится и начинает про себя думать. Надо же, у нас скоро не будет ничего, может мне с ней расстаться, может мне с ним расстаться, с этим мужчиной. Тогда что происходит? Она сама создает разрушение его бизнеса, и у него ничего не происходит. Поэтому я часто говорю, что мужчина должен баловать свою женщину, дарить ей дорогие украшения, делать так, чтобы она им восхищалась. Потому что восхищение женщины приведет ее к таким мечтам, которые у мужчины будут стимулировать появление этого в его жизни. Понятно? Естественно, если женщина вечером лежит и мечтает о ком-то, то, скорее всего, ее муж в этот момент со временем начнет изменять. И эта измена будет у него не по его воле. Почему? Потому что не напрасно говорят, что женщина – это шея мужчины, а мужчина всему голова. Так вот, что в голове придет, это то, о чем мечтает женщина. Понятно? А скажите, это интересно то, о чем я говорю? Супер. Итак, недоверие. Что можно считать недоверием? В случае, если без вашего ведома кто-то взял деньги и потратил, это недоверие. Сделайте так 10 раз, и ваша семья рано или поздно 100% разрушится. Представляете, у вас есть совместные деньги? Так вот, если вы их совместно зарабатываете, вы их и должны совместно, обговаривая друг с другом, тратить. Если вы, даже не говоря любимому мужчине или женщине, взяли из этой коробочки или из этого сейфа или еще откуда-то эти деньги и их потратили, то это, скорее всего, приведет в дальнейшем к расставанию в вашей семье, разрыву или скандалу. Понятно? Дальше. Ни в коем случае нельзя в семье изменять. Почему? Это тоже приведет рано или поздно к расставанию. Рано или поздно. Почему? Дело в том, что когда происходят измены, происходит энергетическое выкачивание энергии у того человека, который вам верит. В этом случае вы забираете энергию того человека, который вам верит, и это может создать у человека ненависть по отношению к вам. Поэтому такая ненависть и вот такие вот энергетические какие-то удары могут заставлять человека страдать, и он может чувствовать себя плохо. Итак, каким образом проводятся привороты? Я сегодня дам вам ряд методов, как можно избавиться от приворотов, диагностировать привороты. Расскажу, что такое подел, расскажу, что такое подклад, прилив, залив и так далее. Это очень интересно все. Я сегодня об этом попытаюсь рассказать и сделаю так, чтобы у вас были механизмы диагностирования человека, у которого приворот, а также быстрые методы избавлять такого человека от этого. Итак, наверное, давайте начнем с диагностики. Можно ли диагностировать человека, над которым был сделан приворот? Можно диагностировать. Если над человеком был сделан приворот, то человек начинает, первое, худеть. Дальше, второе, у такого человека появляется боль в пояснице. Всегда. Если кто-то делает энергетическое влияние, то боль в пояснице. У женщин при этом могут появляться высыпания на лице и высыпания на бедрах. Дальше. Перестает нравиться близкий человек. Также дети начинают жутко раздражать. Дальше одно из двух. Или человек становится сексуально холодным, или наоборот, сексуально очень озабоченным. Это является следствием вот таких приворотов. А еще считается, что если человек ложится в постель и перед тем, как заснуть, если он в этот момент начинает очень сильно чесаться перед тем, как заснет, то это тоже может быть приворотом.
очень сильно чешется. Проявление энергетического влияния – это склонность к алкоголизму, которого раньше не замечалось. Склонность к суицидальным желаниям, которые раньше не замечались. Такой человек может очень часто говорить о смерти. Вот почему-то вдруг началась такая тема. Нахлынула, да. Если взять косточки и спросить у этих костей, есть ли приворот у человека, и бросить эти кости, то обычно, если есть приворот, выпадают 3 четверки или 4 четверки. Ну, 2 четверки, если приворот слабенький. Четверочки выпадают, понятно? Если взять 4 игральных кости и выбросить на тарелочку и спросить, есть ли у человека приворот, в случае, если есть приворот и выпадут четверки, то приворот есть 100%. Обычно так и выпадает. Есть ли что-то, что может защитить от любых приворотов? Самый простой метод – это ношение золотых квадратиков. Возьмите у ювелира, закажите обыкновенный золотой квадратик. Просто золотой квадратик, отполированный с обоих сторон. Чем желтее он будет, тем лучше. Носите на любой части вашего тела. Как браслет, как подвеска. Если вы носите на себе кусочек золота, который отполирован с обоих сторон или с обеих сторон, то на вас произвести приворот или повлиять на вас энергетически невозможно. Понятно? Несложно, оказывается. В случае, если вы любили того человека, с которым живете, и вдруг между вами начались ссоры какие-то, и вы чувствуете вот такое вот какое-то раздражение, беспокойство, что нужно сделать? Итак, первое, если приворот такой, что вы уже это ощущаете и не знаете, что сделать, обычно человек любил, все было хорошо, а потом раз, и его прям бесит этот человек, он не знает, что с ним сделать, то делается просад. Какой просад? Итак, просад, который называется просадом против разрушения от приворота. Берется и каждый день на протяжении 7 дней или 10 дней кормятся черные птицы или кормятся черные собаки. Берете, покупаете педигри, или педигри, да, это для собак, или покупаете батон для ворон. Идете и каждый день 10 дней подряд кормите собак или ворон. Серьезно, если 10 дней вы откормите собак или ворон, то вы избавитесь от приворота. На кого был сделан приворот, то ты должен сделать вот такое вот кормление собак и кошек. Ой, фу ты, кормление собак и кормление черных птиц. Вообще очень хороший метод, рекомендую. Итак, а в случае, если есть такие привороты, которые могут заставить человека умереть, в случае, если вдруг никто не проведет с ним определенный обряд. Есть ли такие методы, которые помогают убрать у человека приворот, в случае, если он был сделан с помощью магии или черной магии, или там земли, или там кладбищенской магии, или еще чего-то? Как это проявляется? В случае, если на человека был сделан кладбищенский приворот, то первое, от человека начинает пахнуть сыростью, изо рта начинает пахнуть гниением, у человека появляются яркие перепады настроения, сильные причем. И человек на какие-то минуты становится часто невменяемым. Также у этого человека появляется невероятная активность сексуальная, то есть он без конца чего-то хочет. Неважно, это женщина или мужчина. Чем убирается такой приворот? На астральном зеркале, если смотреть на такого человека, то обычно сзади этого человека не видно его отражения, черное идет. Или видно в виде пряника такого, на котором написаны иероглифы в виде цифры 3, там еще какой-то. Итак, каким образом это убирается? Обряд номер 1, который сделать очень несложно. Этот обряд звучит так. Нужно взять дома растение, которое растет в горшке. Растение, которое растет в горшке, там, где есть земля. Вот смотрите, у нас есть растения, они в горшке. Обряд проводится следующим образом. Берете из горшка землю, пригоршню, этой землей умываетесь, трете грудь, я извиняюсь, и трете можно поверх нижнего белья половые органы и высыпаете обратно в эти растения. Делать так нужно 7 дней ночью.
После 12, да. Не нужно после 12, делать это нужно, когда темно. Если у вас темно и у вас северная полярная ночь, можно делать в любое время. Это убирает кладбищенские привороты. Итак, человек берет обязательно землю, которая есть из цветка или растения, которое растет. Лучше всего, чтобы растение было алоэ. Вот если есть алоэ, которое растет, или вот толстянка есть еще растение, денежное дерево толстянка, или алоэ. Берете алоэ или денежное дерево, из-под него берете вот эту землю, трете лицо этой землей, после этого трете вот так вот грудь сверху и трете поверх нижнего белья половые органы. Ну так, скромно. Ну из песни слов не выкинешь, что есть, то есть. Сори. После этого обратно сыпите, ничего при этом произносить не нужно. Таким образом, в случае, если это происходит, вы это сделаете и сделаете это ночью, вы таким образом убираете у себя кладбищенские привороты. Понятно? Можно ли это убрать? Можно. Как определить, есть ли кладбищенские привороты? Если у вас в семье есть кладбищенские привороты или вообще привороты, обратите внимание на лампочки, которые у вас есть в вашей квартире. Если лампочки горят быстро, наверняка какие-то привороты есть. Если у вас постоянно грязная люстра, и она загрязняется быстро, 100% на кого-то из вас постоянно происходит энергетическое влияние с целью сексуального захвата. Значит, вы кому-то нравитесь. Зеркало тоже. Но самое главное, это люстра. Если у вас есть центральная комната, и там в этой центральной комнате висит люстра, люстра является главным действующим лицом, сохраняющим энергию вашей семьи. Если вы будете мыть люстру один раз в месяц, то у вас все в семье будут мириться, и надолго этого будет хватать. Люстра, оказывается, она выхватывает энергетику нехорошую. Также в случае, если у вас люстра полукруглая, что очень правильно, которая мух ловит, да, в эту люстру можно положить небольшое количество цветочков и небольшое количество цветочных листиков, там еще чего-нибудь. Почему? Это будет благословлять арома масел, это может благословлять вашу семью, и меньше людей будут ругаться. А если у вас просто пищалочки, лампочки, которые в потолке, ничего страшного. Если они горят, это говорит о том, что происходит энергетическое влияние сексуального характера. Понятно? Люди часто недооценивают, но обыкновенные люди часто недооценивают этого. Они думают, что этого практически нет. Так вот, я вас должен разочаровать. Это есть, и оно практически повсеместно. Почему? Я не знаю, почему люди такими стали, но людям легче мечтать, чем действовать. Они не хотят знакомиться на улице, люди не хотят знакомиться в интернете, люди вообще ничего не хотят, но им что-то нужно. И в этом месте включаются мозги обычно. Они включаются и начинают диктовать свои условия. Вот, нужно бы о нем помечтать, или вот, какая она красивая. Ну, красивая, подойди и познакомься. Нет, страшно. Может быть, она ко мне подойдет познакомиться. Ну, я, в общем, не знаю, как это может быть. Тем не менее, именно вот такие фантазии, они и заставляют человека страдать. Это и называется энергетическая сексуальная атака. У женщин возникает при этом бессонница, у мужчин появляется сексуальное неудовлетворение или какая-то озлобленная сексуальность. Можно ли еще каким-либо образом повлиять? Для того, если у вас произошел такой обряд сексуального характера, то для того, чтобы защитить вас, вы должны сделать куклу семьи. Возьмите обыкновенную куклу, желательно красивую. Назовите вашу семью каким-нибудь именем. Назовите вашу семью каким-нибудь именем. Допустим, моя семья – это семья Андрея Дуйко, Софии Дуйко, где есть там целый ряд деток. Да? Так вот, куклу нельзя называть ни Дуйко, ни семья Дуйко. Она должна иметь какое-то определенное имя. Там Муся-Пуся, допустим. Там Кукусик. Там Пуговка, я не знаю, Бубочка, я не знаю, как-то еще. Вы должны это имя написать обязательно на этой кукле и сказать этой кукле следующие слова. Храни нашу семью, говорите, Пуговка, храни нашу семью от сглазов, приворотов сексуального характера.
И такую куколку лучше посадить на верхний ящик у себя, в самую верхнюю точку у себя, в то место, где у вас спальня. На шкаф. Куколку лучше выбирать такую, чтобы у нее было красивое платье, чтобы были пышные волосы. Красивую куколку. Неважно. Фарфоровую можно ставить. Неважно какую. Главное, чтобы там было написано вот это имя. Вы будете обращать внимание вот на что. Когда вы посадите куколку, дальше слушайте, самое интересное, что может быть. В какой-то момент вы можете обратить внимание, что кукла сядет задом. То есть она сама по каким-то признакам повернется. Это и будет, скорее всего, элементом работы с приворотом. То есть, вероятнее всего, кто-то работает с вами. Понятно? Представляете, если посадить такую куколку, то она со временем может... Вы не обращайте внимания, забыли об этом. А потом посмотрели на такую куколку, она сидит задом на этом шкафу. Почему она села задом и кто ее там повернул? Это не вы, это энергия, она поворачивает. Обряд никакой проводить с этой куклой дополнительно не нужно. Если активное влияние на вашу семью с целью сексуального характера какого-то, то тогда кукла становится грязной на глазах. Она становится грязной, платье становится в пыли, она вся грязная. В случае, если нету ничего такого, она будет чистая, на ней пыль не будет образовываться. Периодически ее можно брать, вытряхивать. А что будет, если у нее оторвать ногу, руку и так далее? Не имеет никакого значения. В данном случае это обыкновенный фетиш. Тем не менее, там находится та энергия, которая как тумблер включает для вас вашу охранную какую-то систему. Понятно? Несложно оказывается, да? А скажите, вам понравилось, что я рассказал? А вот в случае, если у вас мужчина или женщина обиделись, и они очень сильно нервничают, и вам нужно сделать так, чтобы сказали вам «да». Вот смотрите, вам нужно, чтобы ваш муж не уходил от вас, вам нужно с ним договориться, или нужно сделать так, чтобы ваш начальник подписал какой-либо договор и сказал «да», или нужно сделать так, чтобы заведомо вы были настроены на то, чтобы вам не отказали. Хотите, расскажу, что нужно сделать? Когда вы идете к мужу договариваться, или когда идете к жене договариваться, когда вообще вы ходите на переговоры, идете на работу, или входите к кому-либо в кабинет, вы можете сделать так, чтобы, используя магию, вам подписали все документы, и вы были успешным человеком. В жизни не догадаетесь. Я же поставил... Нет, бумажку жмакать — это прошлый век. Это же тот семинар, который я давал раньше. Сейчас я пошел еще дальше. Ура! Дело в том, что все растет в нашей жизни. Я тоже энергетически становлюсь ярче и мощнее. И каждый раз я буду давать вам не прошлые методы, а новые, друзья мои. Итак, мой новый метод, который звучит так. Перед тем, как вы зайдете в кабинет или зайдете на кухню, где вам нужно договориться, обратите внимание, какая из ноздрей у вас дышит. И переступайте через порог той ногой, там, где ноздря у вас дышит. Неважно. Если вы идете и вам нужно зайти и договориться, и сделать так, чтобы он помирился с вами, обратите внимание на то, какая ноздря у вас не дышит, и пойдите к этому человеку или переступите через порог с той ноздри, которая у вас дышит. Понятно? Круто. Это невероятно работает. А если обе не дышат, зайдите задом. А если обе дышат, любой ногой. Не дышит всегда. Понятно? А еще забыл сказать, нельзя высмаркиваться в это время. То есть, если вы идете и высморкаетесь, то все будет с ног на голову. Говорит, сейчас ты у меня получишь, сейчас ты у меня получишь, сейчас ты как получишь? Вы говорите 1 секунду, и перед тем, как зайти к этому человеку, должны взять платок и несколько раз высморкаться. Вот если вы высморкаетесь, то вы не получите. То есть та эмоция, которая была у этого человека, поменяется на точно противоположную. То есть он начнет извиняться перед вами, просить прощения и так далее. Понятно? Таким образом вы можете полностью изменить ход событий. А если он шмаркается, неважно. Главное, чтобы мы шмаркались так, как нужно. Извините за такое некрасивое слово. Итак, перед тем, как вы зайдете договариваться со своим любимым человеком и хотите сделать так, чтобы он ответил вам «да», обязательно зайдите с той ноги, которая со стороны той ноздри, которая дышит. Дальше.
О, такой вот обряд. Смотрите, так бывает, что ваш любимый попадает под влияние вашей родни. Такое бывает? Или какой-нибудь женщины или мужчины. Тоже бывает? Бывает. И это делает его вредным и жестоким. Кто-то сталкивался с этим? Итак, для того, чтобы этого не было, нужно сделать следующее. Итак, давайте запишем. Давайте еще раз я скажу. Если муж или жена плохо относятся, но они плохо относятся и на них воздействует кто-то из близких, родни. Итак, для этого вам понадобится для проведения обряда ароматическая лампочка, сделанная из обожженной глины. Знаете, продаются керамические лампы. И вон у нас есть такие керамические лампочки, в которые ставится таблет свечечка такая, и сверху наливается водичка. Итак, зажгите глиняную ароматическую вазу для воскуривания аромамасел в углу сразу возле главного входа в вашу квартиру. Но здесь есть тайна. В эту вазочку нужно добавить вот сюда водичку, в которую нужно накапать горчичное масло. Не забудьте, горчичное. Где его взять? В нашем торговом центре продается горчичное масло. В Новусе продается, я видел. Оно никак не пахнет. У нас даже на работе было горчичное масло. Да, Кристина? А есть у нас еще? Оно никак не пахнет, вот это горчичное масло. Второй вариант. Вместо горчичного масла нужно использовать масло черного тмина. Тоже оно не ароматическое, поняли? Лучше всего горчичное масло. После этого прямо вот так возле двери рассыпьте семена черного тмина. Если нет черного тмина, можно белого тмина, но лучше черного. Черный тмин, знаете такое, да? Как это нужно сделать? Нужно взять рукой левой или правой, насыпать вот такую пригоршню этого черного тмина, можно даже на тряпочку, не обязательно на пол сыпать. И после того, когда вы насыпали, сверху поставьте вот эту воскуривающуюся ароматическую лампу, в которой будет дымиться горчичное семя. Это нужно делать в субботу после захода солнца. И оно должно прогореть. После этого вы можете это горчичное масло вылить, а семя тоже выбросить. Этого одного обряда достаточно для того, чтобы мужчина, с которым вы живете, или женщина, изменили к вам отношения и поменяли свое отношение к тем людям, которые на них влияют с целью раздорить или создать раздор между вами и вашим любимым человеком. Понятно? А скажите, интересно? Итак, еще раз повторяю. Нужно взять обыкновенное воскуриватель для масла, добавить сюда горчичное масло, поставить на углу. После этого взять одну пригоршню черного тмина, положить вот так вот горкой и забрать эту с угла, забрать эту ароматическую лампу и поставить сверху на эту горку. Говорить ничего не нужно. Нужно сделать в субботу на ночь. После этого подождать 1 час или 2, пока оно подымится. После этого можно все потушить. Черный тмин можно выбросить, водичку эту можно помыть. Данную лампу можно использовать 2-й и 3-й раз. Если за 1 неделю ничего не произошло, на 2-ю неделю повторите, 3-ю неделю повторите. Обычно 1, 2, 3 раз хватает, чтобы сын, который обожает свою маму и который ненавидит свою жену, начал обожать свою жену и абсолютно никак не относиться к своей маме. Поняли, да? Такое бывает? Ой, ребята, как бывает. Ну, это так часто бывает. Конечно, мама может сказать, будет ли что-то испытывать при этом мама? Ничего. А здесь еще вот в чем идея этого всего. Здесь, если вы черный тмин разложили, то это ваши раздоры, которые подкинуты в виде мыслей для вашего этого любимого человека. Если в этот момент позаглядывать туда в ароматическую лампочку, то, скорее всего, там, где воскуривается, не будет зажигаться свеча. То есть она будет гаснуть или будет плохо зажигаться, а маселка не захочет нагреваться. Все нормально, старайтесь, вы обязательно это подожжете. Все работает. Дальше. О, хороший обряд. Вам это понравилось? Продолжаем, значит, обряд номер 2. А если муж или жена мод? Что это такое? Растрачивают деньги. Хотите такое дам? Хотя это вообще не для этого семинара.
Если у вас живет в семье тот человек, если с вами живет мужчина или женщина, которые растрачивают деньги на что ни попадя, то существует такой обряд. Вот смотрите, если муж мод, играет в игровые автоматы, постоянно вытягивает из дома деньги, никак не можете это остановить, то вы должны сделать выпечку сладкую, желательную, очень вкусную, своими руками. Замесить тесто, после этого обязательно сделать так, чтобы там раскатать, я не знаю, как эта выпечка делается, и сделать печенька, сладенькая, красивенькая, или какую-то булочку, или пироженка, ну, в общем, я не знаю. И это должны вы сделать сами, самостоятельно. И после этого утром рано выйти, договориться с каким-нибудь ребенком, желательно с девочкой до 9 лет, и дать ей бесплатно это печенька. Вот если вы будете это делать несколько раз, то после этого мод муж или мод жена перестанут мотать деньги. Как это устроено? Я знаю, объяснять не буду. Тем не менее, попробуйте, очень интересно работает. Дело в том, что оно действительно очень хорошо работает. Что вы на Соню смотрите? Что, мод? В случае, если кто-то в семье мод, то таким образом можно убрать. Можно ли, если вы мод, можно ли для себя так сделать? Можно. Такой просад можно сделать еще и персонально для себя. То есть сами для себя сделали эти печеньки, после этого утром нашли знакомого ребенка, можно знакомого, не обязательно незнакомого, можно знакомого соседа, там, кого угодно, и просто сказать или даже сказать, что у нас в семье там очень сильно, там муж мотает деньги, очень сильно хочется, чтобы он больше деньги не мотал. Можно ли там ваш ребенок съест утром печенька? Я не знаю, если это все сказать, разрешат дать печенька? Тогда делайте это в тайне. Дальше. Существует растение, вот оно у нас здесь растет, это растение называется денежное дерево, по-другому называется оно толстянка в народе, да. Настоящее название этого растения красула. Я могу путать что-то. Так и напишем, денежное дерево. Что сделать с этим денежным деревом можно? Рассказываю обряд номер 1. Мне вообще эта тема денежного дерева нравится. Во-первых, это просто. Во-вторых, денежное дерево имеет яркую магию. Итак, вы хотите, чтобы человек о вас начал думать и вам позвонил. Что нужно сделать? Оторвите листочек денежного дерева, положите себе в рот и думайте об этом человеке. Когда думаете, говорите: ура, сейчас позвонит. Ура, сейчас позвонит. Значит, позвонит. Работает мгновенно. Пока не позвонит. Обычно работает быстро. Во-первых, в случае, если не позвонит, ладно, но то, что начнет думать, просто обещаю. Держите во рту, вот сколько держите, столько вас и думает. Но вы же можете держать во рту и смотреть кино. А это тоже, вот вы только начните, вы положили вот такой листочек толстянки себе в рот, говорите: скоро позвонит, или пусть обо мне думает, или ура, обо мне думает. После этого начинайте смотреть кино. Вот до того момента, пока ваш листик будет лежать у вас во рту, он будет о вас думать. Потом достали, поели и снова в рот, да. Можно ли это использовать в случае, если человек деньги должен? Нет. Это используется только в случае, если вам нужно, чтобы человек вас набрал, вам позвонил, вас нашел или начал о вас думать. Понятно, да? Ладно, это не тема сегодняшнего разговора. Если взять такой листик и к этому листику приклеить кусочек золота или золотую монетку, то в этом случае вы можете это носить на себе как талисман. Это 100% принесет вам быстрый доход. Взяли один листик такого дерева, взяли туда сережку, воткнули. Носите на себе это как талисман или в своей сумочке. Это принесет вам материальное благополучие. Дальше. Возьмите такой листочек и возьмите сандалопорошок. Смешайте их между собой. После этого нанесите себе немножечко вот этой жидкостью, вот здесь вот намажьте и произнесите имя человека. Когда этот человек будет на вас смотреть, будет влюбляться. Один только того имя, которое вы произнесете, понятно? Итак, смешайте сандалопорошок вместе с вот таким вот деревом толстянка. После этого сделайте так, чтобы
порошок этот объединился с этим листиком. После этого вмакните палец и вот так вот нажмите вот здесь, на лбу. Не обязательно, чтобы здесь точка образовалась, просто смажьте, произнесите имя человека. В тот момент, когда вы встретите этого человека, он на вас начнет смотреть и 100% начнет в вас влюбляться. Только в случае, если на нем нет золотой пластины. Вы помните, наверное, если на вас золотая пластина, то произвести на вас любое влияние сексуального характера невозможно никак. Никак. Поэтому женщинам нужно носить вот такие золотые браслеты, которые в виде пластин. Поэтому мужчинам хорошо носить какие-то большие куски золота на себе в виде пластин, потому что они убирают самое мощное влияние, но оно, правда, короткое, которое называется сексуальное влияние. Очень часто сексуальное влияние происходит. Объясню почему. Почему-то так уж сложилось, что мужчины и женщины, они больше всего хотят именно объединения семьи, как-то хотят отношений и так далее. С общим развращенным обществом, которое есть, количество людей, которые без конца чего-то хотят, их очень много. Понимаете, одни хотят решить проблемы за счет других людей, другие хотят решить какие-то вопросы, третьи просто хотят кем-то пользоваться безвозмездно, ну и так далее. Это все выкладывается вот в такую проблему. Наш мозг, он более подвижный, чем наше физическое тело. Из этого следует, что влияния вот такие ментальные, они происходят вновь и вновь, особенно у женщин, которые начинают мечтать о ком-то. Дальше. Сначала я буду давать вам вот так вот каким-то общей насыпью все подряд обряды, которые у меня есть. Я сейчас не буду их классифицировать. И поэтому буду давать и как избавиться, и как сделать так, чтобы это было у вас в виде метода. Хорошо? Итак, обряд номер 3, да, называется привлечение любви. Для этого вам нужен аир. Аир. Слышали? Есть корень аира. Насыпьте корень аира в виде порошка и каждый день читайте мантру, которую я дам. В воду. Сделайте так, чтобы аир, который будет в воде у вас находиться, обязательно вот этот аир был в виде пасты. Держите в руке и начитывайте ту мантру, которую я сейчас вам дам. После этого, когда будете идти на переговоры с человеком или будете видеть своего мужа, идите перед ним, намажьте, перед тем, как будете идти, намажьте где-то на лице или в волосах вот такой вот пастой. То есть возьмите немножко такой пасты, намажьте лобик, это называется тилака, или сверху затылочек, или где-либо там в волосах, или за ушком, или где-либо еще. В тот момент, когда будете идти перед человеком, которого вы любите, произнесите то, что вы от него хотите. Сделает 100%. Может ли это быть любовной магией? Да. Может быть, но не обязательно любовной. Вы же можете хотеть, чтобы он там любил только вас, да? Поэтому сделали аир с водичкой, сделали тилаку, начитали данную мантру, при этом идете перед ним и говорите, про себя шепчете, любишь только меня. Пусть любит. Или просто говорите, деньги отдаешь только мне. Ну, что разумнее, да? Итак, давайте запишем. Итак, если вы идете перед человеком, то тогда вы можете произнести то, что вы от него хотите, он это даст. А если вы будете идти сзади этого человека, то можете произнести то, что вам нужно простить. Итак, намазали вот такой вот пастой, идете сзади человека и говорите, все, забудь обо всем, меня прости. И после этого он прощает. Если вам что-то нужно от человека, идете перед ним, и тогда произносите тихонечко, шепотом, там, будешь обожать только меня одну такую красивую. Или там, видеть только во мне будешь красоту и больше ни в ком. И все. И после этого будет ваш мужчина только ваш. А пусть будет, да. Итак, пишем мантру. Ом намо бхагавате. Ом намо бхагавате. А где Женя? Леся, а ты не хочешь? А Саш, ты будешь писать сегодня текст? Надо тогда сесть и помочь. Ом намо бхагавате
Рудрая. Рудрая. Оксана, открой окно. Открой окно. Ом намо бхагавате рудрая. Записали? Сарва. Вадони. Что, давай писать? Ом намо бхагавате сарва рудрая. Нет, без сарва. Ом намо бхагавате рудрая. Дальше сарва вадони. Дальше траи локья. Траи локья. Кастарани. Хумпхат сваха. Кастарани хумпхат сваха. Вообще, какие бывают такие самые простые методы обратить на себя внимание? Наверное, изготовление некоторых видов талисмана очень способствует привлечению к вам чужого внимания и восхищения. Итак, самое простое, я когда-то говорил, сделайте талисман из 2 перьев с короны птицы, желательно павлина. Вот если у павлина отрезать 2 передних или 3 передних перышка, которые есть у него вот здесь в виде короны, и сделать из этого талисман и носить его в виде талисмана вот здесь впереди, то будешь всегда знаменит перед людьми, а среди мужчин будешь казаться всегда самой красивой, успешной, нужной, обалденной. А если муж будет смотреть, то будет жутко любить. Понятно? Угу. Маленький павлиненок $500 стоит. Такие павлиньи перья можно купить запросто в интернете. Вы представляете, есть специально павлиньи перья, которые продаются с короны. Также такие случаи, как это работает? Дело в том, что павлину очень нравятся его перья, которые он носит на лбу. Ему все время кажется, что все им восхищаются. Наверное, если вы это начинаете носить на себе, то тогда вами начинают восхищаться люди, которые вокруг вас находятся. Итак, обряд привлечения любви, он называется видхи. Для этого вам необходим будет костер. Не обязательно костер. Вместо костра можно использовать свечу. Или масляную лампу, что еще лучше. Итак, нам для обряда потребуются перья красивых птиц. Какие могут быть красивые птицы? Я не знаю, это может быть фламинго, это у них розовые какие-то перья, это могут быть павлины, у них красивые перья. Также нам необходимо будет коровье молоко и цветы орхидей. Вы видели когда-нибудь, как бабка Ёшка варит кашку? Вот сейчас вы к этому прикасаетесь. По-настоящему вы делаете себе обряды с вареньем определенных жидкостей. А как вы хотели? В нашей школе есть все, волшебные палочки и нужные нам варево. Итак, нам необходимо перья, необходимы цветы орхидеи, необходимо молоко. Молоко обязательно не должно быть магазинным, оно должно быть от коровы. Где же его взять? На базаре купить. Итак, после того, когда у вас есть все эти 3 ингредиента, берете желательно керамическую посудину, в нее наливаете молоко, которое нужно еще дополнительно подогревать, чтобы оно кипело. Вот когда оно закипит, нужно добавить измельченное павлинье перо и измельченный цветок орхидеи. Пишите, пишите. Оно очень хорошо работает. И оно должно свариться. Серьезно. После того, когда оно сварилось, вы должны думать о человеке, брать вот так вот рукой это молоко и капать на пламя свечи или в костер. И думать об этом человеке. Тогда этот человек начнет вас любить и обожать.
Ну, не в металлической, в любой другой можно. В стекле можно, да. Можно ли в микроволновке, не знаю. Нужен ли костер? Не обязательно, нужно открытое пламя. Можно ли это вылить на лампочку? Да, если есть лампа, вот, если есть обыкновенная лампочка от торшера, можно эту лампочку включить и прямо на нее капать такое молоко. Серьезно, здесь не обязательно огонь даже использовать. Можно прямо на лампу. Здесь все имеет ритуальный смысл. Там, и перья имеет ритуальный смысл, и орхидеи ритуальный смысл, и молоко. Когда это все сварилось, то это произвело, сделало эссенцию. Вы создаете намерение, капаете на то, что будет испарять это все, и это все, что испаряется, будет создавать некую энергию вокруг вас. И человек, имя которого вы произнесете, попавший под влияние ваших, ну раз это очарование чар, скорее всего, будет вами очень сильно очарован. Итак, когда вы это все поделаете несколько раз, вы капаете на лампочку такую, произносите имя этого человека. Ох, Гриша, Гриша, да, Гриша. И после этого, когда, если рядом другой человек, ничего не будет происходить. А если рядом будет находиться тот человек, который вам интересен, он будет очарован. При этом это не будет являться, он будет очарован только на время того, пока он рядом с вами. Но когда он от вас уедет, он не будет вами очарован. Поняли? То есть это временное вот такое очарование. Если муж, то тогда очарование может быть длительным. Понятно? Когда вы будете капать и несколько раз произнесете, или даже можно подумать об этом человеке, не забудьте несколько раз начитать мантру, которую я сейчас вам дам. Запишем мантру. А еще я забыл сказать. Данный обряд очарования можно использовать не только для любовных каких-то моментов, можно использовать еще, чтобы вам долг простили. Можно использовать, чтобы документы вам подписали, 5 поставили. Понятно? То есть 5 поставили, это не знаю, кому сказал, Соне, наверное, да? Итак, давайте запишем. Ом талутум вари. Ом талутум вари. Такая мантра. Ом талутум м. Ом талутум вари. Дальше. Даха даха вирибхал. Даха даха вирибхал. Бхал. Дальше. Бал. Хам-хам. Хум-хум. Хем-хем. Записали? Калкамани. Кал-камани. Кал-камани. Пишем дальше. Кот. Катия. Катия. Ам. Ам. И дальше. Тхах. Тхах. Записали? Я не знаю. Давайте я вам дам. Почему-то у меня для этого семинара это написано. Буквально звучит так. Вашикаран мантра. Тот, кто ее начитает, будет побеждать в споре, выиграет в лотерее, исполнит свое желание, будет всегда побеждать в любом споре, всегда будет победителем в войне и в мире, в своей семье. Я не знаю, вам это надо или нет. Да, да. Вам это надо, то, что я сейчас сказал? Давайте еще раз почитаю. Называется Вашикаран мантра. Тот, кто ее начитает, будет побеждать в споре, выиграет в лотерее, исполнит свое желание, всегда будет побеждать победителем в войне и мире и выиграет в случае, если есть конфликты в вашей семье, в случае, если есть развод или что-то. Надо? Давайте. Ну хорошо, давайте даю. Пишем дев-дев. Дев-дев. Маха раная. Маха раная. Маха раная. Матун вара. Пита. Шандил. Записали? Готрава.
Год трава. Манд. Манд. Записали бху. Агне. Сваха. Ом видья. Клим-клим. Кату сваха. Кату сваха. Ом клим-клим кату сваха. Дальше ом хам-хам. Хам-хам. Записали? Шам-шам. Локая сваха. Ракта тундая сваха. Ракта тундая сваха. Ракта тундая сваха. Ом надж. Ом надж. Гаджи. Надж. Гаджи. Дальше кшасвами. Кшасвами. Вами. Кшасвами. Еще раз это же все пишем. Ом надж гаджи кшасвами. 2 раза. Ом надж гаджи кшасвами. Ом надж гаджи кшасвами. Все, я теперь дальше буду немножко фильтровать. Какие самые простые методы я знаю, как привлечь любимого человека в свою жизнь? Я тоже это хочу вам сказать. Итак, первый самый простой метод привлечь мужчину в свою жизнь, накрутить жениха. Знаем, наверное, да, как это работает. Нужно войти по горло в воду и покрутиться против часовой стрелки для женщины, по часовой стрелке для мужчины. Ничего при этом можно не представлять. Крутитесь, и мужчина придет. Бутылка это что? Для мужчины? Чтобы найти мужчину? Да, бутылка для одиночества. Можно взять бутылку, поставить ее на перекрестке. Я тоже когда-то говорил. Да, работает, да. Ставите бутылку на перекрестке, недопитую нужно ставить, да? Выпитую. Нужно поставить бутылку выпитую на перекрестке. И что нужно сказать? Оставляй свое одиночество. Оставляй свое одиночество, правильно. И после этого идете дальше. Идете вечером домой, покупайте бутылку водки. Говорите, оставляю свое одиночество, выпивайте ее на перекрестке и ставите посреди перекрестка. Проверено, проверено, все работает. Да, работает, если это делать хотя бы 1 раз там в неделю. Проверено работает, правда, хороший метод. Один из таких хороших методов – это журнал. Помните, я говорил, на Новый год или не на Новый год можно взять журнал, на нем написать прямо поверх объявлений, где она ищет его, написать: меня зовут Маша, там, Катя, Галя, ищу мужчину такого-то формата. То есть пишите подробно: глаза такие, волосы такие, автомобиль такой-то, и пишите дальше подробный свой адрес, фамилия такая-то, такая-то, живу по такому-то адресу. И после этого, если вы женщина, ставите или бросаете на шкаф. Если вы мужчина, куда-нибудь под шкаф. И тогда на протяжении где-то 2-3, 5 месяцев происходит знакомство хорошее. Тоже проверено. Хорошо работает. Можно ли таким образом деньги привлечь в свою жизнь? Можно. Если плаваете где-то в бассейне, представляете, будто плывете в меду. Если будете вот так вот в меду плавать, то будет у вас много денег в жизни. Говорят, живет как в меду. Все правильно, будете жить как в меду. Итак, в воде. Я дальше расскажу, как использовать воду. Самый простой способ убрать у себя обряд, когда на вас повлияли, и когда это влияние энергетическое заставляет вас страдать. Как проверить? Все время хочется секса, извиняюсь, что это говорю. Все время хочется куда-то бежать. Не может мужчина и женщина жить постоянно с одним и тем же человеком. Постоянно происходит поиск, и человек никак не может успокоиться.
Вам нужно вот такой обряд провести. Вам нужна баночка с мочой и баночка с коровьим молоком. Естественно, нужна ванна еще. Нужно искупаться в ванной. Ну, вообще можно не свою мочу использовать, а коровью, но я рекомендую свою. Свою рекомендую использовать. Итак, что нужно сделать? Вы должны вылить на себя баночку с мочой, после этого смыть ее, и после этого 2 баночки коровьего молока, и тоже их смыть. Считается, что моча сверху, да, вы прямо должны вот так на себя поливать и себя вот этим мыть. Это самый лучший обряд, который помогает избавиться от одиночества. Говорю это серьезно, очень. Я почему не даю эти обряды? Помните, я когда-то давал обряд на то, чтобы тебя никто не уничтожил? Это в реке делается. Человек заходит в реку, человека окунают, льют на него мочу, льют потом молоко, помните? Так вот, такой же обряд делается, только без проточной воды, его можно делать в ванной. Вот проверено работает, вы представляете? Вот проверено на 100%. Как заставить только человека вылить на себя мочу, непонятно. Вообще, если обряд от смерти, то используют мочу и молоко того животного, и обязательно это делают в проточной воде. Обычно мочу льют, после этого моют в этой воде, окунают и потом сверху поливают молоком. Вот если так сделать, то человеку на протяжении нескольких месяцев не угрожает никакая опасность. А если вы дома сделаете со своей мочой и с коровьим молоком, то тогда любые обряды, которые над вами проводятся, связанные с вашим приворотом, там, подделом там, или еще чем-то, они не будут на вас влиять, даже если они очень сильно работают. Также можно делать в случае, если вы возьмете фотографию человека и можете это делать с фотографией. Взяли, опустили потом в воду и после этого 2 раза окунули в молоко и снова в воду. После этого эту фотографию можно оставить в покое, высушить ее феном, оно тоже работает. Баночку. 3 литра. Все зависит от кубатуры вашего физического тела. Если ваше физическое тело маленькое, то тогда можно баночку. А если большой, тогда нужно пару дней походить. Ну что, я продолжаю дальше. При всей своей вот такой вот, при всем моем, ну, при всей безумной, наверное, идее, тем не менее, энергетически это очень хорошо работает. Вопрос, как это работает? Объясняю. Земля создала человека, после этого из земли появился человек, появился воздух, и этот воздух создал воду. Из этой воды создалось растение, из этого растения создался свет, создалось тепло, появилось солнце. Солнце – это наше сознание. Солнце нашего сознания, оно выходит из человека в виде отработанного солнца мочи, она тоже желтого цвета. Поняли? Таким образом, моча в прообразе эзотерическом – это прообраз солнца. Таким образом, если человек мечтает, то его нереализованные мечты или чужие влияния в виде нереализованных вот таких элементов, они проявляются в вашем энергетическом коконе. Поэтому если взять элемент огня, а элемент огня может быть еще и в моче, потому что это элемент огня, вы вот этой мочой можете полить себя, таким образом уйдут дурные мысли из вашей головы и уйдет любое энергетическое влияние с вас. Не напрасно детей, которые рождаются с детским церебральным параличом, первое время купают в моче и поливают молоком. Молоко – прообраз жизни. Считается, молоко – это прообраз сомы, то есть это энергия солнца, а молоко – это энергия луны. Поняли? Таким образом, сознание дневное, которое дает человеку возможность реализоваться, это огонь. Чужие мысли – это огонь. А сознание сомы или луны – это сознание, которое восстанавливает физическое тело. Ну, грубо это звучит так. Пломбу сделали, вернее, дырку сделали в зубе, и после этого ее туда, там, где была дырка, поставили пломбу. Точно так же и здесь. Если вы мочой себя полили, водой смыли, то после этого обязательно нужно полить молоком, потому что иначе вы сделали дырку, а не сделали пломбировку. Поняли? Таким образом, здесь происходит соединение этих двух энергий. Эти 2 энергии уберут у вас энергетическое влияние. Очень хороший метод, рекомендую. Можно ли использовать мочу не вашу, а другого человека? Можно, если он ничем не болеет. Все, я уже не смеюсь. Итак, мантра исполнения желаний Вашикаран. Итак, думая о мужчине или женщине, которых вы хотите привлечь в свою жизнь, почитайте мантру, которую я вам сейчас дам.
А? Конечно. А кого еще нужно? Конечно. Супруг попал. Раньше он просто любил, а сейчас будет прямо обожать. И не сможет дышать без вас. Конец ему. Только же не говорите, что вы проходили такой семинар. Итак, думая о мужчине или женщине, которую вы хотите привлечь, читайте мантру. Пишем Ом Намо Нараяна, Сарва Локана, Ом Намо Нараяна, Сарва Локана, Мам Вашакуру Сваха. Мам Вашакуру Сваха. Да. Когда люди сейчас обращаются к бабушкам каким-то или заклинателям или еще кому-либо для того, чтобы привлекли мужчину или женщину, то обычно делают следующим образом. Бабушка или заклинатель какой-нибудь, он берет энергию или душу, или беса, или какую-то черную энергию, которую он привлекает на кладбище. Идет на кладбище, забивает там крышку в землю, туда сверху гвоздь, там поливает чем-то. Есть такие ритуалы, когда даже кровь пускают. Как это убрать? Вот если на вас такое влияние произошло, то у вас сразу же происходит поражение печени автоматически. То есть помимо того, что вы озабоченный человек, у вас тут же начинают происходить проблемы с печенью. Какие? Энцефалопатия печени, цирроз печени, появляются вот такие вот элементы. Поняли? Как убирается? Нужно на протяжении 7 дней кормить черных птиц, черных собак. Понятно? Идете педигри покупаете и делаете в такой просад. Кормите черных собак, черных птиц. Это убирает вот такие привороты. Это обычное явление. Говорю это серьезно. Говорю это серьезно, проверить нельзя, когда человек чем-то болеет таким, то есть вариант вот так вот попробовать сделать. Возможно, убрать вот такой приворот. Второе, в случае, если вам просто там подливали что-то или там еще что-то делали, то для этого вам ничего не нужно. Вам необходимо сделать обряд, которым просто можно себя полить молоком, полить мочой. Можно ли заменить мочу, раз так сильно не нравится и так очень сильно неприятно? Можно. Если добавить в воду растворенное в чем-нибудь золото. Поняли? Можно взять воду и в ней растворить золото. Есть золото, которое продают в индийских препаратах. Gold Chyavanprash такой есть препарат. Можно взять ложку такого Gold Chyavanprash, размешать и после этого полить. Есть аюрведическое золото, его продают. Прообразом такого золота может являться еще и куркума. Ее тоже используют как сурьямастическую энергию. Делается молоко, в него добавляется большое количество куркумы, своего рода сурьямастическая энергия, а молоко просто без этой куркумы, не хурма, куркумы, без этой куркумы будет обыкновенной энергией сома. То есть сначала полили себя с куркумой, помылись водичкой, а потом обыкновенным молочком помылись водичкой. Таким образом, вот такие мелкие привороты, они будут таким образом купироваться тоже. Все равно первое, то, что я говорил с мочой, лучше. Дальше. Мантра Махаматамги. Здесь я прочитал вам мантру, да, Ом Хрим Хрим Кали Кали Сваха, да? Нет. Это Вашикаран. Думая о мужчине или женщине, которых вы хотите привлечь, читайте мантру. Ом Намо Нараяна, Сарва Локана, Мам Вашакуру Сваха. Записали, да? Дальше. Привлечь в свою жизнь любовь. Читайте на перекрестке мантру и думайте о человеке, который вам нравится. Ом Хрим Хрим Кали Кали Сваха. Да, и конец. Просто стали на перекрестке и читайте. Дальше. Мантра Гарачан. Для притяжения любимого человека. Для этого вам нужно сделать определенный порошок. Волшебный. Итак, для изготовления этого порошка нам понадобится. Нужно сделать порошок из рога коровы. Дальше добавить туда порошок астры. И добавить туда аромамасло розы.
порошок коровьего рога, порошок цветка астры и порошок аромамасла розы. После этого начитать мантру и сделать тилаку, или сделать себе намазывание вот таким порошком лобика, вот в этом месте. Используя такой порошок в следующий раз, уже без начитывания мантры, позволит вам привлечь в свою сторону внимание, а также сделать так, чтобы тот человек, который вам нравится, начал обращать на вас очень внимание. Запишем мантру. Можно ли этот порошок использовать не в виде такой тилаки? Его можно использовать в виде талисмана, который можно вложить в талисман какой-нибудь. Есть такие всякие амфорки продаются, золотые какие-то кубики, еще что-то. Можно положить вот тот порошок, на который вы начитаете вот такую мантру, вложить его вот в такую, как это назвать, ладанка, можно назвать, в ладанку, и будете на себе носить. Это у вас будет ладанка, привлекающая в вашу жизнь внимание. Здесь два варианта событий. Первый – просто внимание всех мужчин или там женщин противоположного пола. Либо второй вариант – тех, кто вам необходим. Поэтому, когда вы начнете читать эту мантру, перед каждым начитыванием каждой следующей мантры вот этой, нужно произносить имя человека, чье внимание вы хотите привлечь. Понятно, да? При этом спрашивайте у него через несколько дней: у тебя там все хорошо с печенью, ты еще не умираешь? Ладно, это я так шучу. Итак, пишем Ом Намо Бхагавати. Бхагавати записали. Манга Лешвари. Сарва Сукра Аджини Сарва Гхарма. Записали? Дальше слово Аи. Дальше слово Анги. Кумарике. Дальше Лагху. Ваш. Куру Сваха. Давайте. Ом Намо Бхагавати Мангалишвари Сарва Сукра Джини Сарва Дхарма Аи Анги Кумарике Лагху Ваш Куру Сваха. Правильно, да, Саша? Аджини Сарва Дхарма. Записал Карма. Аи Анги Кумарике Лагху Ваш Куру Сваха. Дальше. Существует тайный цветочек такой, который называется клиторий. Существует это растение, его действительно очень легко купить в интернете. Также его продают в магазинах, где продают цветы. Данный цветок клитория с испокон века всегда использовался в ходе любовной магии. Оказывается, если взять цветок клитория, на него читать мантру и высушить этот цветок и посыпать им порошок того человека, который съест пищу, этим самым вы сделаете мощнейший приворот. Но здесь не обязательно делать это в виде приворота. Я противник все-таки приворотов, но можете сделать это в виде магии специального порошка. Оказывается, если взять порошок и носить его в каком-нибудь флакончике, научу сейчас плохому, да, и после этого, если вам необходимо, допустим, сделать так, чтобы какой-либо человек захотел для вас что-то сделать, вам достаточно взять этот порошок, прочитать ту мантру, которая дам, она не длинная, подуть 2 раза на этот порошок и посыпать нежно пищу. Данный цветок не имеет запаха и цвета, он такой прозрачный, порошок бесцветный, можно просто на тарелочку там дунуть немножко, и этот человек сделает то, что вы захотите, кроме убийства. На колбасу, да, на хлеб утром встает.
сегодня, и говорите, сегодня вечером придет, все деньги отдаст. Посыпали, и после этого отдали ему покушать. Он сделает то, что вы хотите. Итак, а какая мантра? Мантра звучит так. Произносите свое желание, что должен сделать человек. После этого произносите Ом Хун Сваха. Ом Хун Сваха. Скажите, не сложно? Взяли тайный порошок клитории, после этого сделали из него порошок. Можно ли у нас заказать такой порошок клитории? Да. Мы можем заказать, мы можем для вас сделать такой порошок клитории. Есть ряд растений, которые имеют действительно яркое магическое влияние. Самое яркое магическое влияние имеет порошок из красного сандала. Тоже можно заказать. Да. Второй порошок, который делается то же самое, можно дуть на порошок, он переносит наши желания. Второй порошок, это порошок, который делается из дорогих сортов шафрана. Шафрана, из очень дорогих сортов шафрана. В этом и особенность. Что думаете, он вкусно пахнет, шафран? Вы смеетесь, что ли? Он никак не пахнет. Это специя, которая не такая уж вкусная. Особенность дорогих сортов шафрана заключается в том, что они используются в магии. Понятно? Поэтому и продается маленькое количество шафрана. Почему? Потому что считается, что если к шафрану мало людей прикасалось, то тогда этот шафран как раз и подходит для магии. Вы знаете, продают шафран прямо в таких бутылечках, да? Вот этот шафран обычно используют в виде магии. Берется ступка, в ней перетирается шафран в виде порошка, ложится в какой-нибудь тару. После этого человек берет, шепчет свое желание и подбрасывает другому человеку в еду или даже дует в его сторону. Вот пошел человек вот туда, допустим, в двери, я взял немножко шафрана и сделал так. Сейчас вернешься и делаю так. И после этого он возвращается. Понятно? Это порошок, который действительно очень мощно работает. Помните, есть такой мультик, называется «Калиф Аист». И там был такой мужчина с таким носом, как у меня, который делал там хурум-бурум-чук, да. Так вот, где-то такие порошки они использовали, понятно. Вот эти магические порошки, они по своему рейтингу стоят следующим образом. На первом месте кора красного сандала, на втором месте шафран дорогой или шафран благородный, на третьем месте цветы клитории. Понятно? Цветы клитории. Шафран благородный только в нескольких странах мира вообще произрастает, насколько я знаю. Имеет цвет красочный, размер красненький. Как специя невкусная. А вот как магический элемент, эссенция, работает хорошо. Итак, Ом Хун Сваха или Ом Хун Соха. И после этого дуем цветок клитории, если вы будете такой брать, нужно обязательно выбирать по возможности темного цвета. Я сейчас посмотрю, как клитория выглядит. Клитория. Здесь посмотрю, есть ли вообще клитория в интернете. Ой, надо же, мы ее прекрасно знаем, это растение. Я вам сейчас даже покажу, как оно выглядит. Видите? На петушок похоже, да? Это цветок клитории. Если где-нибудь это растение, как его можно купить? Ребята, если вам нужно, все можно приобрести, мы можем это все продать, любые порошки для вас делаем. Клитории, там, хотите красный сандал. Красный сандал, кстати, очень дорогое растение. Дальше. Стать знаменитым среди людей, стать привлекательным среди любимых людей или стать привлекательным поможет вот такая мантра. Давайте мы ее запишем, она короткая. Ом намо намо кадс. Ом намо намо кадс. Варини сарвалок. Ом намо намо кадс. Варини сарвалок. Вашкари сваха. Ом намо намо кадс. Варини сарвалок. Вашкари сваха. Это чтобы стать знаменитым среди людей, стать очень привлекательным, как бы очарованием. Дальше. Произнесите перед следующей мантрой 11 раз имя того человека, который хотите, чтобы вы ему понравились, и тогда вы 100% понравитесь этому человеку.
При этом могу вам сказать, как это может быть. В случае, если человек однозначно любит другого человека, то на него это просто не подействует. В случае, если его сердце свободно, то, скорее всего, на месте, где там есть свободная территория, на этом месте появитесь вы. Хорошо? Вот такой вот интересный обряд. При этом в случае, это не работает долго, это работает там, я не знаю, там месяц. Понимаете, даже в случае, если вы один раз сделали, то месяц это может поработать для того, чтобы человек разобрался, по-настоящему он вас все-таки любит или нет. Понятно? Дайте свободу выбора. Запишем, произнесите 11 раз имя человека и после этого повторяйте мантру, которую я дам. Это привлечет в жизнь того человека, имя которого вы скажете. Имя нужно произносить так, просто там, если Георгий, говорите Жора, 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 и дальше данную мантру. И пишем Ом Хрим Кали. Капалины. Капалины. Гхурна. Гини. Гини. Вишвам. Вимохья. Джагна. Мохья Сарва. Мохья Сарва. Записали? Мохья Чах 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 Сваха. Мохья Чах 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 Сваха. О, дальше еще интереснее. Чтобы очаровать человека, пишем. Чтобы очаровать человека, читайте 21 данную мантру, там, где имя человека написано, произносите это имя. Нужно ли это людям? Нужно. Объясню почему. Смотрите, муж ушел, а вернуть нужно? Нужно. Вот что нужно сделать? То есть, вы понимаете, вот, допустим, у вас есть клиент такой, женщина приходит и говорит, у нас осталось 3 детей, муж ушел. Что вот вы будете делать? Вам нужно что-то сделать для этого человека? Наверное, нужно. Ну вот один из методов – это использование данной мантры в ходе помощи для этого человека. Что нужно делать? Вы произносите просто во время чтения этой мантры имя этого человека. В начале мантры произносите фамилию, имя, отчество этой женщины. В том месте, где имя этого человека, произносите имя того человека, который ушел к другой женщине. Понятно? Пишем, да? 21 день. 21 день произносим данную мантру. Итак, как это произносится? Говорите скоро, нет, без скоро. Просто говорите там Валентина Ивановна Горбачева. После этого мантра, имя этого человека, Петя, 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 Петя. И дальше там снова Анна Ивановна Горбачева, мантра, Петя, Петя, Петя. И так 21 день подряд. По какое количество раз? Не нужно много, достаточно там 10-15 раз. Ее не нужно начитывать очень длительное время. Давайте мы запишем ее. Короткая мантра. Ом Камишва. Дальше имя человека. Ом Камишва. Дальше имя человека. Дальше Ааная. Ааная. Нужно вот так протяжно говорить. Ааная. Ааная. Вашьянам Клим. Ом Ааная. Ааная. Вашьянам Клим. Ом Камишва, имя человека. Ааная. Ааная. Вашьянам Клим. Записали? Дальше. Возьмите белую розу. Напишите на этой белой розе имя человека. Несколько раз. После этого того, который вам нужен. После этого возьмите ступку и в ступке смешивайте тот листок, на котором написано это имя, добавляя молоко коровы. Сделайте из этого пасту. Когда будете тереть эту пасту, обязательно произносите мантру, которую я сейчас вам дам. После этого используйте такую пасту в виде тилаки. Наносите или мажьте свое тело, или дотрагивайтесь к лобику, или в любое другое место мажьте.
когда тот человек, даже в случае, если этого человека нет рядом, в случае, если эта паста есть на вас, он будет целый день о вас думать, мечтать и хотеть с вами встретиться. Можно ли это сделать для другого какого-то человека? Можно, вы представляете, так можно сделать для любого человека такую пасту. Итак, пишем Ом Намо Джаладжа. Ом Намо Джаладжа. Пишем дальше. Джальям. Джальям. Чах-чах-чах. Хрим Намах. Ом Намо Джаладжа. Джальям. Чах-чах-чах. Хрим Намах. Смотрите, приходят мужчина и женщина и говорят, мы разводимся, все, между нами все кончено, мы больше не хотим жить совместно и так далее. Вы можете дать этой женщине ту мантру, которая вновь объединит супругов. Это мантра, которая полностью убирает отношения плохие, если все грозит к разрыву. Поняли? То есть по-другому звучит так. Мужчина и женщина вдруг осознают, что им вместе жить хорошо, и это удовлетворяет их все потребности. То есть приводит к удовлетворению семейной жизни. Хорошая мантра, дать вам ее? Наверное, хорошая. Я думаю, что только ради вот этой мантры, которую я сейчас вам дам, можно проводить данный семинар, который объединяет семью. Итак, данный обряд условно обозначает как удовлетворение семейной жизни. Называется мантра Камашастра. Пишем Ом Намо Бхавате. Ом Намо Бхавате. Дальше Рудрая. Бхавате Рудрая. Ка, Ма. Наверное, нужно писать К, 2А, Ма, 2А. Понятно? Ка, Ма, Шарая. Дальше Стрия, Бхага. Дравая, Пхат, Сваха. Давайте еще раз проверим, правильно ли мы записали. Ом Намо Бхавате Рудрая, Ка, Ма, Шарая, Стрия, Бхага, Дравая, Пхат, Сваха. Дальше. Называется для мужчин и женщин обряд от любых приворотов, сглазов. Данный обряд очень помогает в случае, если муж уходит, в случае, если у вас плохое отношение к мужу поменялось, если у вас есть бесконечное желание там какого-то нового поиска партнера, нужно тогда применить данный обряд. Для этого нам необходимо сжечь перо павлина. А также нужно написать ту мантру, которую я вам сейчас дам на бумаге, и тоже сжечь ее. Ту золу, которая образуется в ходе того сжигания, как нужно это сделать? Пишите мантру на бумажке белой. После этого, когда бумага начнет сгорать, возьмите павлинье перо, вот такое длинное, и тоже пусть оно сгорит от вот этой бумаги. Понятно? На тазе каком-нибудь или там в тазе каком-нибудь сожгите. Когда у вас образуется вот такая зола, даже если что-то там не догорело, неважно, возьмите это все и после этого вкатайте это в кусочек хлебушка или вкатайте это в кусочек теста свежего. Купите в магазине тесто, не надо самим заказывать, не надо самим тесто делать, потому что это морочит голову себе. Возьмите эту золу и сделайте из него маленький шарик. Возьмите этот шарик, положите в какую-нибудь тряпочку, носите на себе или где-нибудь в кармане, или там пришейте к одежде, или еще где-либо. Это уберет любой абсолютно энергетический приворот, который может быть по отношению к вам. Если мужу своему положите это куда-то в пиджак, то на него никто делать не будет никогда. А если делали, все вернется. Будет, пока шарик будет лежать. Представляете? Взяли шарик, смотали эту золу,
положили куда-нибудь в тряпочку, распороли пиджак, положили туда. У вас есть муж, он от вас уходит, что нужно сделать? Вы знаете даму, к которой он уходит. Берете его рубашку, сшиваете красной ниткой вот так вот рубашку. На одном воротнике пишите имя его, на другом воротнике пишите имя ее. После этого берете и разрываете. После этого берете, снова сшиваете красной ниткой и разрываете. Снова сшиваете и разрываете. И так делаете несколько раз. Рубашку потом нужно сохранить, не выкидывать хотя бы 1 год, чтобы где-то лежала. Итак, берется белая рубашка, черная рубашка. Лучше та, которую носил мужчина, там где есть следы его пота. На воротнике пишите с одной стороны, вот так, под воротником. Я там ничего не написано. Под воротником пишите с одной стороны его имя, с другой стороны имя той женщины, с которой, по идее, вы думаете, он встречается. Если вы не знаете, с кем встречается, пишите любовницы. Если это мужчина и женщина, то тогда, если это женщина, то тоже нужно взять рубашку. Почему? Здесь воротник важную роль играет. Поняли? На воротнике это пишется. Тоже на шее делается. После этого вот здесь его, вот здесь ее. Вот так сшивайте между собой красными нитками. Эти красные нитки нужно разрывать резко, со злостью. И так вот снова сшили и порвали. Так вот делаете несколько раз, нитки не достаете, рубашку прячете, она лежит. Отношения разрываются 100%. Дальше расскажу вам еще одну историю. В случае, если у вас мужчина, и он начал встречаться с какой-нибудь женщиной, сделайте вот что. Возьмите, купите дорогие женские часы и скажите своему мужу, что вот у меня одна из подруг полностью подарила часы и не хочет, а я их носить не хочу, может у тебя есть кто-то, кому можно подарить. В случае, если он подарит это часы этой женщине, то между ними отношений не будет 100% никогда. Конец. Понятно? Часовая магия, страшная. Итак, запишем на тесто, и после этого теста нужно положить там куда-то. Если такой обряд приворота на вас будет происходить, то вот такой шарик, который сделан из теста, золы вот этой написанной мантры и пера павлина полностью уберут от вас все элементы приворота. Понятно? Итак, что нужно делать, что нужно написать? Что нужно делать, понятно, написать нужно. Ом намо нарасимхая. Нарасимхая. Ом намо нарасимхая. Записали? Сарва Ришта, Винашая. Записали? Сарва Ришта, Винашая. Сарва Ришта, Винашая. Записали? Сарваджан, Моханая. Сарвараджа, Вашьям, Курукуру, Соха. Вашьям, Курукуру, Соха. Дальше. Привлечь любимого человека, привлечь людей, сделать себя популярным среди людей. Для этого поможет вам еще один порошок. Итак, в состав этого порошка идет сушеный базилик. Дальше. Сушеные листья перца. Какого? Болгарского. Не нужно перца с деревьев перечного. Также сандала порошок, не обязательно красного, можно белого. Или если нет сандала порошка, то тогда цветок литории, уже знаете, да? После этого добавить немножко туда жидкости и сделать намазывание на лобик, тилаку. И когда вы будете это делать, перед тем, как вы сделаете этот порошок, начитайте на него мантрочку, которую я вам сейчас дам. Ом намо кандарп. Ом намо кандарп.
шар виджалини, шар виджалини, кандарп, шар виджалини. Дальше малини, сарва джагат, вашам, куру сваха или соха. Исключительно для того, чтобы муж сильнее любил, необходимо взять порошок из мака, вместе с мукой смешать. Порошок из мака смешать. Да, возьмите семена мака, добавьте туда немножко муки, добавьте водички или масла, желательно масло сливочное. И после этого перетрите это все в ступке, чтобы у вас получился вот такой вот порошок. 108 раз прочитайте на этот порошок очень короткую мантру. Намажьте перед тем, как будете ложиться спать себе на шею или на лоб, или куда захотите еще. После того, когда вы проспите вот с такой вот пасточкой, утром тот мужчина, с которым вы живете, будет относиться к вам теплее и будет любить сильнее. Ну, пускай будет. Бабушки наши знали, да. На самом деле это уже обряд. Когда муку смешивают с маком и наносят на тело, это уже обряд привлечения. Но здесь он еще сильнее работает, если мы прочитаем определенную мантру. Давайте мы ее запишем. Ом кам кам кам. Ом кам кам. Малини пати. Мем ваша. Маная. Чах-чах. Ом мем ваша маная. Чах-чах. Дальше. Специальный обряд для того, чтобы помирить супругов, которые постоянно ругаются, выясняют отношения и уже хотят развестись. Вы можете сами провести этот обряд, а можете научить человека для того, чтобы он этот обряд для кого-то там для себя провел. Что нужно для этих обрядов? Давайте напишем. 5 маленьких морских ракушек. Пять маленьких морских ракушек. Дальше 3 разноцветных натуральных камня. Дальше листочки, желательно белой розы или красной розы. Белая лучше. Итак, как нужно сделать? Взяли тряпочку. Тряпочку можно любого цвета, кроме зеленого. Положили на эту тряпочку розочки, положили на эти розочки камушки и высыпали туда ракушки. После этого воскуривайте красную ароматическую палочку. Есть ароматические палочки красного цвета. В случае, если вы нашли ароматическую палочку желтого цвета или белую, то можете ее покрасить красной краской, там, гуашью, там, чем угодно еще. Можно использовать, но она должна иметь цвет красный или розовый. Понятно? Вводите вот так и читайте ту мантру. В слове имя вставляйте имя человека, своего любимого мужчины. Или же, смотрите, вы это делаете, допустим, для себя. То, когда будете делать этот обряд и вводить вот так вот, как бы закручивать вот эту энергию, то вставляете имя вашего любимого мужчины. В случае, если вы это делаете для другого человека и проводите такой обряд, то когда вы закручиваете эту всю энергию, то произносите в слове имя и имя ее, и имя его. Понятно? Тогда это их соединит и приумножит их любовь. Понятно? После того, когда у вас получилась розочка, вот эти камушки, и это вот все, вы должны это все обмотать в тряпочку, одеть резиночку, и это у вас должно где-то храниться на протяжении хотя бы 3 месяцев. Поняли? Нельзя это выкидывать сразу. Если вы это делаете для кого-то, то тогда у вас должно быть 5 ракушек, 3 вот этих натуральных разноцветных камушка, розочка, эти сушеные листочки или свежие листочки, тряпочка, платочек. Для человека это провели, после этого взяли резиночку сверху, одели, в какую-то коробочку положили, оно у вас там лежит.
написали там, когда вы это сделали, оно у вас полгода лежит, полгода прошло, можете выбросить. Понятно, да? Таким образом, пока вы сделали обряд, пока оно будет в собранном состоянии, между ними будут очень теплые, хорошие отношения. Понятно? Обычно это делается на 5-6 месяцев, но обычно 5-6 месяцев хватает, чтобы помирить супругов 100%. Итак, пишем Ом Хрим Сах. Дальше имя Ваша Маная Сваха. Ом Хрим Сах, имя человека, Ваша Маная Сваха. Так бывает, что человеку кто-то что-то рассказал, особенно так с мужчинами бывает. Вы знаете, разрушить отношения между мужчиной и другой женщиной очень несложно, повлияв на такого мужчину. Каким образом? Нужно этому мужчине обязательно сказать такие слова, которые закроют ему уши. Поняли? То есть если мужчине внушить, мужчины любят ушами. Если вы еще не знаете этого, то я хочу вам открыть такую тайну. Когда считали, что женщины любят ушами, это полная ерунда, потому что женщины не умеют любить ушами, они умеют любить ушами, если туда целовать, извините за такие подробности. А в случае, если это мужчина, то он любит через слова, ему нужно объяснять, он должен это понимать. Когда вы будете работать с мужчиной, то есть такой момент, когда кто-то обработал мозг мужчине, то есть рассказывал, какая вы плохая, давал советы, как нужно с вами там правильно, неправильно поступать, рассказывал еще что-то, то это может включить вирус в его ушах, и вот этот вирус можно убрать. Таким образом, я хочу вам дать специальный обряд такой, который называется взять человека под свое влияние через слово или притяжение при помощи своих слов. Для этого вам необходимо цедра лайма и халва. Нужно взять в ступки и смешать цедру лайма и халву. Добавить водички и сделать такой склеенный шарик. Положить после этого вот эту цедру с халвой. Халва должна быть вкусная. Здесь не имеет значения какая, она должна быть вкусная. Можно, если вы любите, семечковую, да, подсолнечную, можете и кунжутную, какую захотите. Данный обряд называется обрядом шабар восточным. После того, когда вы сделали такой шарик, его нужно положить себе под нижнюю губу и прочитать 108 раз мантру, которую я скажу, а потом это можно проглотить. Смотрите, здесь в этой мантре будет имя человека. Поэтому вам нужно будет повлиять только так на имя, на того человека, которое имя вы вставите. Хорошо? Итак, пишем Ом Намах. Смотрите, вы идете там, к какому-нибудь руководителю. Вам не нужен обряд, чтобы сделать так, чтобы этот руководитель там влюбился в вас и так далее. Но вы можете вставить туда его имя, провести вот такой вот обряд с халвой, и тогда он услышит ваши слова. Поняли? Услышит. Поэтому мог бы до этого пропустить, а так услышит. Очень хороший обряд. Он тайный. Скажите, вы о таких обрядах когда-нибудь слышали, о тех, которые я рассказываю? Скажите, интересно вам это вообще? Магия. Итак, давайте напишем. Ом Намах Бхагавате Ом Намах Бхагавате Васудевая. Васудевая. Дальше. Намах имя человека. Вашьям Куру Куру Соха. Вашьям Куру Куру Соха. Ом Намах Бхагавате Васудевая Намах имя человека. Вашьям Куру Куру Соха.
один из самых мощных в горах приворотов или путч таких, которые заставляют человека 100% обожать человека, который ему это сделал. Я не знаю, я уже ряд методов просто упустил. Почему? Потому что есть такие, которых вообще даже не нужно вам давать. Если мы сегодня успеем раньше это сделать, я обязательно какой-нибудь из них вам дам. Сейчас я хочу дать такой себе, но хорошо работает. Но для этого вам нужно обязательно определенные условия. Какие? Вы должны лечь в ванну так, чтобы лежать в воде, так, чтобы у вас было только по горло вода. Поняли? Давайте записывать это. Итак, нужно лечь в ванну так, чтобы быть в воде по горло. Дальше смешно. При этом нужно держать в зубах ароматическую палочку, чтобы она дымилась. А за щекой держать еще семена гвоздики. После этого думать только об этом человеке, и это должно происходить не менее 10 минут, пока палочка не догорит. Палочку лучше вкусную какую-нибудь. Нет, ароматическую имею в виду, ароматическую. Она еще и дымиться должна. Лежите вы в ванной, муж заходит, а у вас палочка торчит из ванной, да, и дымится. Скажет: о боже мой, и полная щека гвоздики, да. Что ты можешь ответить? Здесь очень важно, наверное, не заснуть. Не задохнуться. Не утонуть. Может, не давать еще потонуть людям. Ну да, конечно, уже сказал. Итак, после этого нужно выйти из воды, палочку можно потушить, а на гвоздику 31 раз начитать ту мантру, которую я дам, и подуть на нее. Не так. Вы палочку достали, а гвоздику не достаете, она во рту у вас находится. Вот когда она у вас во рту находится, 31 раз прочитайте мантру, и только после этого выплюньте гвоздику. Такое дело. Сначала тебя, потом... Итак, после этого выплюньте вот эту гвоздику, она должна высохнуть, сделайте из нее порошок и давайте этому человеку в виде специи. Будет влиять только на него, больше не на кого. Давайте я произнесу мантру, ту, которую нужно начитать. Ом Джай Ки, Йогин, потолки, не потолки. Дальше. Нам жис пар, Пхиджун, Успенаг, Соте сук, записали? Сук, на байте сук, Фир декхе, записали? Мери сук, бандхо тобаба, Горакнатх, дальше Кеджай, Горакнатх Кеджай. Из таких, наверное, легких обрядов, которые очень несложно вспомнить,
Это обряды такие, которые делаются следующим образом. Если мужчина и женщина между собой не ладят, живут плохо, то нужно делать так. Берете кору, желательно березы или белой ивы. На ней пишите фломастером имя ее, имя ваше. После этого ложите в бутылку эту кору так, чтобы она не поломалась. Не обязательно вот такую кору, можно маленькую. Буквы не обязательно большие, можно маленькие. После этого выкладываете это так, чтобы оно у вас лежало в бутылке и заливаете эту кору медом. Понятно? Закрывайте сверху крышкой и ложите так, чтобы оно стояло у изголовья вашей кровати. Спите. А утром разводите это с водичкой и первым делом добавляйте ему в кофе и в себе. Чай. Если чая нет, в борщ, тогда борщ сладкий. Ну, ничего страшного. Итак, мед, кора. В данную кору можно несколько раз наливать. Вообще существует еще один обряд такой. Можно взять чайничек и в середине чайничка написать имена мужчины и женщины, которые живут в одной семье и любят друг друга, но так, чтобы это не смывалось. Заварник. Заварник, да. Вот когда будут из этого заварника пить, все будут объединяться. Вообще любые пожелания, они обычно рисуются. Видели, наверное, когда были в Турции или в Индии, что когда куют, то очень часто куют имена чьи-то, еще что-то там делают. Знаете, это все делается специально. Для этого есть определенные знания. Оказывается, если сделать такой чайник, в котором в середине будут написаны ваши имена, и они не будут стираться, то вы будете объединяться каждый раз, когда вы будете пить чай. Также гости, которые будут приходить, будут влиять на вас, объединяя вашу энергию между собой. Прикольно? И детей можно написать. Но детей не нужно, потому что важно, чтобы дети могли все-таки как птенцы со временем выпорхнуть из вашего гнезда. И не нужно так создавать для них бесконечное, хорошее состояние, чтобы они вот жили с вами, потому что это может сыграть для них плохую, может быть для них плохой услугой, потому что они потом не захотят самостоятельно создавать семью, им будет удобно жить вместе с вами. Такое бывает, часто причем. Итак, давайте напишем, мы написали мантру, Ом Джайки, Гин Паталки Нам Джиспар, Хиджунус Пенак Сотек Сук, Набайтхе Сук, Ферде Кемери Сук, Бандхото Баба, Горакхнат Кеджай. Есть такое, да? Дальше, Горак Пуджа еще одна. Горак Пуджа. Итак, сделайте костер. Не обязательно костер, вы уже знаете, что для этого можно использовать свечу. Да я даже не свечу вам рекомендую использовать, а использовать уголь. Знаете, есть такой уголь, вот он может быть прообразом костра. Уголь для возжигания ладана, есть такой уголь. Берете такой уголь или там для кальяна уголь, раздули его, и это у вас своего рода вот такой костер. Вот на такой костер лучше, чем на свечу. Поняли? Вот на такой костер. Итак, сделайте костер, знаете уже, о чем я говорю, то есть возьмите, положите уголь, смешайте манку с топленым сливочным маслом и добавьте небольшое количество камфоры. После этого читайте мантру и подбрасывайте вот этот порошок по чуть-чуть вот в этот огонь, чтобы тлело. И читайте вот эту мантру, вот этот дым. После этого немножечко этого порошка смешайте со слюной, нанесите в виде тилаки на лоб, а также положите в талисман и носите на себе. Что это даст для вас? Вы станете очень привлекательным человеком в глазах других людей. Также, если живете с мужчиной или женщиной, в их глазах станете более любимыми. Понятно? Также, если такое воскуривание происходит в семье, и есть этот запах, то тогда все успокаиваются, и отношения в семье становятся очень теплые. Вообще могу вам сказать, что воскуривание камфора для семьи – это очень хорошо. Вот такая камфора, она сначала воняет, а потом создает вот такое вот состояние в семье, как будто все всем довольны. Тепла какого-то, знаете, такого уюта. Если нужно порошок камфоры, можно заказать у нас, мы продадим. Итак, Ом Чантайнья Горакша
Ом Чантайня Горакша. Чантайня Горакша. Надхаяна Маха. Дальше. Второе. Ом Чантайня Каниф. Надхая Намах. Ом Чантайня. Да, второе. Ом Чантайня Каниф. Надхая Намах. Надхая Намах. Дальше. Снова пишем. Ом Чантайня. Записали? Макчиндра. Макчиндра. Надхая Намах. Ом Чантайня Макчиндра. Надхая Намах. Итак, взяли камушек, разогрели его, после этого приготовили этот порошок, сыпите сверху и читаете Ом Чантайня Макчиндра Надхая Намах и так далее. Хорошо, сколько раз это делать? Это не делается долго, где-то 5-7 минут, чтобы воздух разошелся. После этого можно взять этот порошок, сделать из него такой талисманчик, носить его на себе. Понятно? Дальше. Притяжение с рисом. Вы встаиваете рис 7 дней и каждый день читайте над ним мантру. И перед началом чтения мантры произносите имя человека, на которого вы хотите сделать притяжение. Если на 7-й день сварите этот рис и скормите этому человеку, тогда этот человек будет вас обожать долго. Пусть обожает. Естественно, я это делаю для того, чтобы обожал вас ваш муж, правильно? А не какой-нибудь там мужчина. Почему? Не нужно так сразу мужчине, почему? Ну а вдруг он окажется не тем? Потом мучайся, а он весь притянут. Правильно? Так же нельзя. За уши, да. Пишем. Ом намо сарваджив. Ом намо сарваджив. Вашам карая. Вашам карая. Курукуру сваха. Ом намо сарваджив. Вашам карая. Курукуру сваха. Но данную мантру можно читать и без риса. Можно просто произносить имя человека, читать дальше эту мантру, это будет притягивать к вам этого человека. Понятно? Пусть будет. Также в случае, если вы маг и работаете для другого человека, вы можете использовать данный обряд. То есть вы можете использовать обряд. Можно ли использовать специи, которые были раньше, вместе с данной мантрой? Можно. Оказывается, в случае, если вы будете, допустим, воскуривать у себя дома порошок и будете произносить имя перед этой мантрой, то вы можете после этого дать такой порошок тому человеку, который заказал вам этого человека, чтобы он вернулся в семью. Если эта женщина будет просто носить это как талисман, то мужчина к ней вернется. Поняли, да? Дальше. Обряд вуду с куклой. Если вы женщина, то куклу нужно взять мужчину. Если вы мужчина, то куклу нужно взять женщину. Барби там или Кена. Когда вы будете ложиться спать, назовите эту куклу именем этого человека. После этого, когда вы будете ложиться спать, прижимайте ее к груди страстно. Груди. И читайте 108 раз мантру. Сколько идет? Ну, обычно быстро работает. Пишем намо. Ом намо. Дальше ах. Чучамча. Чучамча. Ом намо ах. Чучамча. Дальше ом намо ах. Продолжение, да.
Ом намуах чучамча. Дальше. Ом намуах вишикарам сафалам. Вишикарам сафалам. Вишикарам сафалам. И дальше 3 раза еще раз пишем сафалам. Сафалам, сафалам, сафалам. Такой же обряд номер 2. Пишем имя человека прямо на самой кукле. После этого эту куклу ложим себе, чтобы она лежала там рядом с вами. Ее не нужно после этого прижимать, но каждый раз, когда ложитесь спать, произносите «Ом чом чом чам чим». Ом чом чом чам чим. Ом чом чом чам чим. Спать ложитесь, кукла лежит. И говорите «Ом чом чом чам чим» несколько раз, и все. Делать нужно целый год. Дальше. В случае, если мужчина ушел, вернуть его можно. Нужно взять и слепить из теста куклу. На этой кукле написать острой палочкой имя того мужчины, который ушел. Петя. Или Валик. Какие могут быть вопросы? У меня Александр. Отлично, пишите. Александр. Александр. После этого вот такую куколку ее нужно где-нибудь положить на тряпочки красивенько. И перед ней утром желательно, можно и вечером, но лучше утром желательно, читать мантру, которую я вам дам сейчас. Ом хрим клим джамахия джамахия. Ом хрим клим джамахия джамахия. Дальше очень важно. Фамилия, имя, отчество. Здесь очень важно. Если еще быть точнее, то здесь не просто фамилия, имя, отчество, а здесь фамилия, имя, отчество отца или имя отца и имя мамы. Нужно даже вот так произнести. Там, допустим, вот Евгений Дуйко, можно даже не. Я говорю, Дуйко Евгений Владимирович Людмилович. Потому что его мама Людмила, понятно? То есть я делаю вот так. Говорю имя, фамилия, имя, отчество, произношу имя отца и имя мамы еще. Дальше продолжаем. Кевашьян. 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 Куру-куру. Моха, куру-куру, соха. Кевашьян, куру-куру, моха, куру-куру, соха. Дальше. Просто старинный, очень хороший обряд, он действительно очень хорошо работает, с белой тряпочкой и рисом. Берете и пишите на белой тряпочке несколько раз, а еще лучше, много раз имя человека, которого вы хотите вернуть в семью. Смотрите, с этой стороны, здесь оно работает так. Белый рис – это чистые побуждения. В рис нужно добавить, ничего не нужно добавлять. Берете просто тряпочку, на ней пишите имя человека, который должен вернуться в семью. Пишите много раз. Валик, 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 Валик. Допустим, у вас есть там подружка или знакомая, которая говорит, от меня ушел муж, можешь ли ты мне помочь сделать так, чтобы он вернулся в семью? Говорите, хорошо, я попробую для тебя сделать. Берете белую тряпочку или платочек, туда насыпаете пригоршню риса, на платочке пишите имя мужчины. Начитывайте на эту пригоршню риса много раз мантру, после этого обязательно этот платочек завязывайте туго. Поняли? Туго. Этот платочек ложите в какое-нибудь место и перед этим платочком с рисом зажигайте ароматическую палочку. Поняли? И какую же мантру нужно произнести? Давайте мы запишем. Что сделать, если больше притяжения не нужно? Чтобы больше притяжения не было, можно взять рис и его смочить водой. Больше притяжения не будет. Но он же сухой лежит в тряпочке. Вот есть притяжение, и вы начитали, и после этого поставили, там ароматическую палочку зажгли. Каждый день можете больше не читать, просто ставить ароматическую палочку. А вот в случае, если притяжение это больше не нужно, то есть нет никакой необходимости,
Вам недостаточно развернуть и рис высыпать. Вам нужно взять эту тряпочку и макнуть в воду. Понятно, да? Итак, давайте мантру запишем. Ом Крим, имя человека. Ме ваша маная сваха. Ом Крим, имя человека. Ме ваша маная сваха. Ме ваша маная сваха. Дальше. Притяжение при помощи вашего прикосновения. Существует еще и вот такое притяжение. Скажите, вы устали? Можем продолжать еще? Или уже заканчивать? Притяжение при прикосновении. Итак, возьмите любой косметический крем и начитайте на него 108 раз мантру, которую я дам. Когда смажете свои руки, то все люди, которые будут прикасаться к вашей руке, будут иметь хорошее к вам расположение. Ай, класс. В том числе ваш мужчина, в случае, если вы его подойдете и погладите. Мурзик, Мурзик мой. Давайте напишем мантру, которую нужно на крем волшебный начитать. Понятно? Зачаруйте крем, сделайте из него зачарованный. Итак, мантра такая. Ом намо бхагавате рудрая. Намо бхагавате рудрая. Рудрая. Не пудра, а рудра. Ом намо бхагавате рудрая. Сарва яга моханам. Яган. Неправильно. Ом сарва яган мохая. Давайте еще раз. Сарва. Записали сарва? Рудрая. Дальше. Сарва. Сарва. Записали? Яган моханам. Куру сваха. Куру сваха. Дальше. Обряд называется нари. Нари. Делается 21 день. Привлекают мужчину в случае, если он ушел, или женщину, если она ушла из семьи. Также в случае, если вам нравится какой-то мужчина или женщина, то в мантру можно вставить свое, или, вернее, не свое, а его имя. Как вообще выполняется? Рано утром покупайтесь в ванной, смените одежду на чистую. То есть во вчерашней одежде второй раз одеваться нельзя. После чего читайте мантру привлечения в жизнь противоположного пола. Там, где имя человека, ставить имя того человека, которого вы хотите привлечь. Делать это нужно 21 день подряд. 100% работает. Не могу сказать, проверено или нет. Знаю дословно, что такие методы работают хорошо. Давайте запишем. Ом намах камакши. Ом намах камакши. Деви. Дальше имя человека. Нари. Мевашам. Куру соха. Ом намах камакши. Деви имя человека. Нари мевашам. Куру соха. Дальше. Что делать, если человек ушел? Итак, записываем. Если от вас ушел любимый человек, то применяйте метод возврата любимого человека. Ложите на тарелочку белую конфетку и сахар. Также возжигайте на этом месте ароматическую палочку. И читайте мантру, которую я вам дам сейчас. Ом намо каали. Каалика. Фамилия, имя, отчество человека. Ко.
Дальше ко. Акаршая. Ко акаршая. Акаршая второй раз. Баги веге. Или баги вега. Баги вега пишите. Баги вега. Дальше акаршая джина. Акаршая джина. Дальше ваати. Джае. Сое. Сое. Ваата. Кхилу. Ом Шрим. Хрим. Акаршана. Каршана. Каршана сваха. Каршана сваха. Записали? Раза Акаршана, да? Два раза, да. Каршана сваха. Дальше приворот. Думайте о человеке и читайте мантру приворот. Тоже вам дам. Она короткая. Ом канак какани. Атавата. Ом канак какани. Атавата. Шул-радж. Шул-радж. Панчал-ванчал. Ом-ям-ям-ям. Панчал-ванчал. Ом-ям-ям-ям. Ом канак какани. Атавата шул-радж. Панчал-ванчал. Ом-ям-ям-ям. Дальше. Возьмите в правую руку стакан дождевой воды. В случае, если такой нет, возьмите обыкновенную воду, но чистую, в которой нет добавления хлора. То есть взятую, там, я не знаю, с реки, ручья, там, откуда-то, с чистого источника. Начитайте мантру, которую я вам дам сейчас. И если будете читать, если будете давать данную воду даже в пищу людям, которые будут принимать данную водичку, то тогда на них произойдет ваше очарование. Они будут видеть вас человека, которым можно восхищаться. Итак, к вам идут гости, а еды нет. После этого не нужно ничего готовить. Берете воду, читайте вот эту мантру в стакан, дуете, после этого наливайте чай, и все восхищены вкусом вашего чая. Понятно? И все вас обожают, никто на вас не обижается. Почему? Магия работает. Понятно? Запишем, да? Итак, мантра звучит так. Ом пишача. Ом пишача. Рупиньяй. Рупиньяй. Лингам. Паришум. Лингам. Паришум. Баята. Нагам. Нагам. Визим. Чаета. Дальше. Я не знаю, вам нужно или нет, все равно дам. Найти много друзей халди. Чтобы у вас было много друзей. Если у человека много друзей, это хорошо, потому что чем больше друзей, тем больше у вас есть возможность что-то им продать. И переночевать. Конечно, не имей 100 рублей, имей 100 друзей. 100 друзей, это значит 100 дней можно у кого-нибудь ночевать. А это уже 3 месяца. Это ж такая экономия, вы представляете? Ну что, давайте запишем. Огм. Огм. Дальше айм. Хрим-клим. Чамундая. Вашьям. Куру-куру. Сваха.
Просто читайте утром, обретете много друзей. Огм, айм, хрим, клим, чамундая. Вишьям, куру-куру, сваха. Дальше. Взять под глаз соседа или человека. Возьмите в правую руку стакан с водой. Произносите перед началом мантры имя человека, читайте мантру и отглатывайте немножко водички. Понятно? Говорите имя человека. Как это делается? Можно и так. Перед началом мантры имя человека, можно и после. Ом чими чими соха мантра. Ом чими чими соха Егорка, ом чими чими соха Егорка, ом чими чими соха Егорка. Это ваш сосед Егор. Или там Зинаида Владимировна, да? Ом чими чими соха Зинаида Владимировна, ом чими чими соха Зинаида Владимировна, чими чими соха. И после этого Зинаида Владимировна вас обожает, а до этого ненавидела. У вас есть костылянша, комендантша, подруга, начальница плохая. У вас есть там знакомые, которые хотят вам зла. Вам нужно полностью изменить отношение к вам. Так вот, отношение к вам может измениться в случае, если вы читаете «Ом чими чими соха», произносите имя человека, отглатываете водичку. Выпили стаканчик и все, пока водичка в вас будет находиться, отношение этого человека к вам изменится, будет меняться в лучшую сторону. Отлично, хорошо работает. Тоже является мантрой притяжения. Если у вас есть человек, который вам нравится, вы можете читать «Ом чими чими соха» имя этого человека, это работает как притяжение. Дальше. Дает очарование среди мужчин и женщин, делает человека очень престижным в глазах других людей. Пишем «Ом намо бхавате рудрая сарва». Ом намо бхавате рудрая сарва. Яга мохана куру-куру сваха. Ом намо бхавате рудрая сарва яга мохана куру-куру сваха. Могана. А какая мога? Ом намо бхагавате рудрая. Записал? Сарва яга мохана. Яга мохана. Куру-куру сваха. Вы хотите завоевать любовь, то вам нужно читать ту мантру, которую я скажу 108 раз, желательно вечером. Мантра звучит так. Ом Камишвар, имя человека. Ом Камишвар, имя человека. Аная, Аная, Вашьянам, Клим. Ом Камишвар, имя человека, Аная, Аная, Вашьянам, Клим. Аная, Аная, Вашьянам, Клим. Существует специальная мантра, которая позволяет человеку на длительное время привлечь в свою жизнь ангелов, которые помогают человеку избавиться от гнева и темной энергии, приворотов и всевозможных вот таких вот энергий сексуального характера. Я ее вам дам, она очень короткая, она очень эффективно влияет. В случае, если вы думаете о человеке и произносите имя человека и читаете эту мантру, то это снимет у него вот такое проклятие, приворот. В случае, если вы произносите данную мантру без своего имя просто так, то это влияет на вас. Понятно? Давайте мы ее запишем. Клам Клау Хрим Намах. Клам Клау Хрим Намах. Клам Клау Хрим Намах. Если у вас нет жены или нет мужчины, чтобы быстро найти мужчину или женщину, произносите часто слова Ом Хрим Намах. Ом Хрим Намах, 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 Ом Хрим Намах. Утром и вечером. Несложно, скажите.
Дальше. Убирание любовника или любовницы из семьи. Просто нужно вставить имя врага в том месте, где я скажу имя врага. Как это делается? Берется черный тмин или черная фасоль. После этого начитывается данная мантра. И в окно выбрасывается черная фасоль или черный тмин. Понятно? Черная фасоль, черный тмин. Черный тмин лучше, чем черная фасоль. Также можно это делать так. Берется масло полыни или берется масло черного тмина. На него произносится и просто на улице выливается. Итак, убирание любовника и любовницы из семьи. Пишем Ом Хрим Чамундаяи. Чамундаяи. Ом Хрим Чамундаяи. Дальше имя врага. Ну, я так условно сказал имя врага, чтобы вы просто потом не вставили имя своего мужа или жены. Это сейчас на шаманике. Дальше. Видвешана, Видвешана. Видвешана, Видвешана. Куру-куру, сваха. Дальше. В случае, если человек прицепился и мучает вас тем, что пишет все время по телефону, или пишет вам, дает сообщение, вам это мешает, вы можете прочитать мантру, которую я дам, и он отстанет от вас. А что, надо такое? Если донимает. Пусть, да, напишите, и на этом все закончится. Итак, Вивашая, Вивашая, Хумбхат. Вивашая, Вивашая, Хумбхат. Вивашая, Вивашая, Хумбхат. Дальше. Обряд рассорка Тамани Акхори. Тамани Акхори, рассорка. Разделить мужчину и его любовницу, рассорить, поможет данная мантра. Рассорка, да? Итак, пишем. Ом Маха Бхайравая Смашан. Ом Маха Бхайравая Смашан. Ом Маха Бхайравая Смашан. Ом Маха Бхайравая Смашан. И дальше имена мужа, и там, можно даже вот так писать, там, Владимир Петрович Иванов и все его любовницы. Знаете, может быть, есть те, которых вы не знаете еще пока. Знаете, он же, если двигается в эту сторону, то так с находкой. Итак, Ом Махавай Шавая Намах. Не так. Ом Махавай Шавая Смашан. Дальше Петр Иванов и его любовницы. И дальше Видвешан Курубхат. Видвешан Курубхат. Видвешан Курубхат. Дальше. Чтобы привлечь мужчину, вы можете взять и сделать вот такой вот талисман для себя, а сзади вы можете написать имя мужчины, а можете и не писать. Просто если вы хотите в жизни, чтобы у вас появился мужчина, то вы можете провести такой обряд. Сделать талисман, мужчина или женщина. Сделайте талисман вот такой, который необходимо носить на себе. Также рекомендую, если есть телефон, просто сфотографировать. Что здесь написано? 63, 47, 2, 17. Здесь специальный цифровой код, который убирает возможность быть одному. Здесь вы будете обязательно с кем-то жить. Это тот талисман, который позволит вам жить с мужчиной или женщиной. Также он привлекает мужчину, также привлекает женщину. В случае, если нужно. Его можно после семинара сфотографировать. Есть вот такой вот талисман, я его тоже вам сейчас покажу. Вот такой талисман. Этот талисман называется, чтобы быстро выйти замуж или жениться. Пусть будет. Я не знаю, как вы его сейчас зарисуете, его оставлю, а вы потом сфотографируете. Видно там, Жень?
Микрофон. Нормально. Мгм. Есть? Ура. Теперь называется Вашикарана. Одна из самых сильных мантр для притяжения человека. Вам необходимо произносить имя человека там, где я скажу имя, и читать 41 день подряд. 41 раз, 41 день подряд. Можно ее читать не 41 раз, а даже по разу. Здесь важно ежедневно. Понятно? Что это за мантра? Это мантра абсолютного приворота. Она действительно работает очень хорошо. Не хотел давать на этом семинаре, но уже сказала, скажу бы. Итак, давайте мы ее запишем. Ка-Ала, Калва, Адхи, Раат, Ка-Ала, Калва, Адхи, Раат. Дальше. Ка-Ала, Пхенду, Адхи, Раат. Дальше. Жаб, Вар, Аве, Жаб, Вар, Аве, Адхи, Раат, Адхи, Раат. Дальше. Тан, Муджхе, Муджхе, Муджхе. Лагеса, Ари, Ари, Раат, Калвавеер, Калвавеер. Дальше имя человека. Имя человека. Килав, Килав. Берико, Берико, Утхалав. Кто сегодня не сможет записать, ничего страшного. Вы получите данный семинар в виде видеозаписи спустя 1 неделю или 2 недели, и там будут эти мантры, тексты, все будут указаны прямо во время этого семинара. Итак, Берико, Утхалав, да, записали? Совоки, Джагавлав. Что? Утхалав, дальше Совоки, Джагав, Лаав, Кадики, Даудав, Лаав, Бхогике. Записал сейчас? Бхогике. Гике. Сов. Парпаг Чаре. Сов Парпаг Чаре. Кала. Каала. Калва Адхираат. Калинду Пхенду Адхираат. Жабвар Аве Адхираат. Тан Муджхелаги. Саари Раат. Калаве. Имя Килав, Берико Утхалав, Совоки Джагафлав, Кодики Даудафлав, Кодики Сов, Парпак Чаре. Итак, данная мантра — это мантра, которая делает стопроцентный вашикарая приворот такой, который заставляет человека думать только о вас, сосредотачиваться на вас и так далее. Как-то очень все это болезненно, наверное, не совсем это все приятно. Итак, чем бы хотелось завершить сегодняшний данный вебинар? Я бы хотел его завершить вот чем. Оказывается, мужчины любят женщин ухоженных, мужчины любят женщин интеллигентных, также мужчины любят женщин, которые создают эмоцию. В случае, если эмоция повторяется, она одна и та же, то тогда эта женщина неинтересна. Вы представляете, оказывается, любят не красивых, а любят тех, с кем интересно. Оказывается, то же самое происходит и с мужчинами. Любят мужчин интересных, любят мужчин, которые могут быть, наверное, стеной, любят мужчин успешных. Поэтому, если вы ставите на первое место ставите ошибочно то, чего у вас нет в жизни, то обычно это выглядит так.
у меня нету квартиры, у меня нету машины, у меня нечем заплатить за газ, у меня нечем заплатить за воду, у меня нет работы, я не знаю, что еще мне сделать, у меня еще и болезни, я не знаю, чем полечиться. Итак, какие есть решения? Ну, может мне найти мужчину? Вот в случае, если может мне найти мужчину, то тогда не стоит его искать. Потому что я считаю, что единственная возможность найти мужчину и жить с кем-то, это возможность найти свою любовь. Я считаю, что не стоит искать мужчину или женщину, а стоит ориентироваться на то, чтобы найти любимого человека, для того, чтобы создать семью. Почему Бог создал так тяжело людей, почему, вернее, Бог создал людей и сделал так, что между мужчиной и женщиной отношения долго строятся и тяжело клеятся? Это целиком связано с тем, чтобы мужчина и женщина ценили такие отношения и дорожили ими. Поэтому, если у вас появляются отношения, они завязывались долго, а когда у вас эти отношения появились и они у вас уже есть, то если у вас есть повод сохранить это отношение, 100% их сохраняйте. Но если вы уже решили давно расстаться, и у вас между вами появляется без конца раздор, вы все время выясняете отношения и живете ради детей, то мой совет: не нужно уже ничего беречь, уже разрывайте отношения, не нужно мучить ни себя, ни близких людей. Так как основа семейных отношений заключается в том, что доброта, сострадание, благородное уважение – это то, что помогает семье сохраниться. Семье помогает разрушиться злость, выяснение отношений, бесконечное обвинение друг друга и недоверие. Вот в случае, если эти качества у вас присутствуют, то вы ничего не сможете изменить в своей семье, и у вас 100% в дальнейшем произойдет разрыв отношений. Если женщина или мужчина настроены на то, чтобы без конца выяснять отношения, то с кем бы они ни жили, отношения продолжаться не будут. Поэтому в случае, если у вас недоверие, это заложено в вашем психологическом статусе или в вашем центре вашего, наверное, характера, то тогда в случае, если это есть, все равно с кем вы будете жить. Не будет ни плохих, ни хороших. Будут одни мерзавцы, уроды, желающие только одного и того же. В этом случае я очень часто могу посоветовать женщине или мужчине изменить себя для того, чтобы изменились отношения с теми людьми, с которыми они живут. Поэтому, если у вас появятся отношения, будьте настоящими, старайтесь создавать эмоции, старайтесь быть постоянно разными, старайтесь договариваться больше, чем обижаться. Обиды, а также недоверие, а также бесконечное выяснение отношений – это то, что может больше всего разрушить ваши семейные отношения. Поэтому, если у вас уже есть семья, дорожите ей. Если вы мужчина, делайте дорогие подарки. Если вы женщина, восхищайтесь тем малым, что дает вам мужчина. В случае, если у вас есть уже семья, всегда знайте, что мужчина и женщина в семье, каждый из них делает все в силу своего, наверное, своей особенности. В семье не бывает того, кто делает больше, и в семье не бывает того, кто делает меньше. Почему? Потому что в семье каждый выполняет свою миссию, и эта миссия значимая. Если это мужчина, он занимается, дает возможность этой семье процветать, создает возможности финансовые. Если это женщина, есть дети, она старается смотреть за детьми, старается создать семейный очаг. И каждый занимается этим. И у каждого эта деятельность или эта функция, она тяжелая. Поэтому обвинять кого-то, обвинять жену, что ты не досмотрела за детьми, у тебя везде все грязное, ты сама вся заслюнявленная, или не помытая, не поглаженная, не покрашенная, не знаю, что еще можно придумать, то это очень неправильно. То же самое и женщина. Если мужчина старается заработать дополнительно в интернете, или старается дополнительно остаться на работе, или старается дополнительно заработать чем-то, то это все должно ориентироваться в виде, все, что не делается, это делается для семьи. Семья – это то, что руководит этим миром. Я всем желаю как можно быстрее обзавестись семьей. Я всем желаю сохранить отношения, которые между вами есть. Я всем желаю спасти отношения в случае, если они находятся на грани разрыва. Я считаю, что данный семинар удался. Для вас его создал Андрей Дуйко, руководитель эзотерической школы Кайлас. Еще раз желаю всем крепкой семьи. Скажите, вам понравился этот семинар? В общем, до свидания всем, кто участвовал на этом вебинаре. Все, кто участвовал на вебинаре, получат трансляцию в виде видеозаписи. Хочу еще раз сказать, данная видеозапись, она не может сразу же вам передаться.
Данная видеозапись может быть сделана только спустя какое-то время, потому что оператор будет ее монтировать. Поэтому я очень хочу вас попросить, чтобы вы с сегодняшнего дня не писали письма с требованиями предоставить прямо сегодня запись первой ступени. Это невозможно сделать. Вернее, семинара. Еще раз хочу напомнить, данный семинар назывался «Очарование. Часть 2». Следующий семинар, который у нас будет проходить через 2 недели, он будет называться «Магия денег. 3-я часть». Все, до свидания еще раз. Мантра